Прошлый год, когда наша страна, наш Бишкек лидировал, к сожалению, да, здесь нельзя сказать о положительном эффекте, да, лидировал в плане загрязнения воздуха в рейтингах, которые постоянно публиковались. Значит, в этом году, конечно, ситуация у нас получше, и вот сейчас мы тоже переговаривали с представителями, с руководством мэрии, что мы уже в третьей, наверное, двадцатке, да, находились до этого времени. Но, между тем, проблема остается. Конечно, нельзя зависеть от природных факторов. Ну, с другой стороны, как бы глобальное потепление, да, оно свои сюрпризы. Свои сюрпризы, как говорится, у природы нет плохой погоды. Последнее, то, что вот было в масс-медиа, обсуждалось, опять же, и в экспертном сообществе, в социальных сетях. Нам выделили по линии Всемирного банка грант, значит, кредит в размере 50 миллионов долларов, который должен улучшить экологическое состояние, ну, в первую очередь, нашей столицы. Также вот, промониторив повестку сегодняшнего нашего заседания, есть сторонники того, что необходимо переходить на зеленые технологии, использовать те современные энергосберегающие технологии. Есть мнение, что надо, значит, газифицировать. Кто-то пишет о том, что необходимо улучшать качество угля. Но вот как бы единого мнения нет. Но с другой стороны, многие сходятся на том, что вот как раз главная проблема для нашего города, для Бишкека, именно связана в первую очередь с отопительным сезоном. Ну вот, по крайней мере, те исследования, которые публиковались. А на втором месте находится автотранспорт по, значит, экологическим проблемам. Ну, я хотел бы начать наше сегодняшнее мероприятие с презентации, которую у нас сделают как бы специалисты в этой сфере, климатолог, господин Подрезов. Он как бы охарактеризует ту ситуацию, в которой мы находимся. Ну, пожалуйста, вам слово хочу передать. Добрый день всем. Да. Ну, я понимаю, здесь собрались профессионалы, поэтому коротко по самому основному пройдемся, то, что касается Бишкека и немножко других стран с аналогичной ситуацией. Но, я думаю, другие страны мы уже оставим на обсуждение. Итак, просто чтобы вспомнить. Вот перед вами на слайде показаны основные источники загрязняющих веществ в городах. Это не только Бишкек, но и любая крупная городская агломерация, тем более мегаполис. Ну, от чего зависит загрязнение? Ну, в первую очередь, конечно, от наличия выбросов и химического состава, высоты источников. И второе, далеко немаловажно, это от климатических условий, которые способствуют либо рассеянию примесей, либо их накоплению. Источники выбросов различаются по мощности, высоте, температуре отходящих газов и так далее. Ну, понятно, ТЭЦ и печку частного дома сравнивать нельзя. По составу примеси выбросы бывают как газообразные, твердые, жидкие, так и смешанные. Есть смешанные аэрозоли. Ну, если говорить о выбросах от углеродного топлива, то примерно 90% из них приходится на газообразные вещества. И только 10% на то, что сейчас называют взвешенные вещества различного химического происхождения. От чего зависит рассеивающая способность атмосферы? Я уже говорил, что выбросы могут либо накапливаться, либо рассеиваться. Но в первую очередь, конечно, даже не от скорости ветра, а от вертикального распределения температуры на поверхности. Это точно. Почвы. Если температура падает с высотой, выбросы беспрепятственно распространяются вверх и рассеиваются на большой почве. То есть концентрация приземная при этом уменьшается. Кроме того, на больших высотах ветер всегда устойчивее и сильнее. Так что второй фактор – это горизонтального перемешивания, это ветер.
Ну, дополнительный эффект оказывают осадки, это снег и дождь. Дождь эффективнее вымывает примеси, но я вам так скажу, по опыту наблюдения на нашей станции автоматической, дождь очищает воздух или снижает концентрацию не более чем на 15-20%. То есть приписывать большое количество осадков тоже не стоит. И очень сильно увеличивает концентрацию тумана и дымка. Вот вспомните те года, не эту зиму, когда стоял сильный смог, это морозная туманная погода, это мерзкая взвесь. Почему на смог оказывает именно первое влияние взвешенные вещества? Потому что, попадая в атмосферу, остывая, они обволакиваются капельками воды. И усиливают эффект, во-первых, рассеяния солнечной радиации, то есть она не достигает поверхности Земли, не прогревает почву и исключает вертикальное рассеивание. Ну и второй фактор, это если среди этих примесей есть водорастворимые вещества, начинаются, особенно под действием солнечного света, еще и химические реакции, взаимопревращения. Ну, по этому слайду еще короче. Фактически смог – это смесь дыма, тумана и комплекса загрязняющих веществ, которые присутствуют в воздухе. Ну, не только в Бишкеке, но по всему миру на первое место по опасности ВОЗ уже более 15 лет поставил взвешенные частицы ПМ2,5 и ПМ10. 2,5 и 10 – это просто их размер в микрометрах. Частицы в 10 микрометров не задерживаются при дыхании нашими естественными фильтрами и свободно попадают в легкие, где накапливаются. А частицы 2,5 микрометра уже не задерживаются тканями легких и проникают в кровь. Что такое инверсия температуры? Я немножко задержался на этом вопросе на первом слайде, но вот на этой картинке это показано хорошо. То есть, если на высоте 300-500 метров лежит слой теплого воздуха, более теплого, чем на Земле, то примеси, натыкаясь на него как на крышку, не могут терять скорость, не могут пробить этот слой и оседают вниз, накапливаясь в предельном слое. Если эта инверсия сохраняется несколько суток, концентрация примеси возрастает чуть ли не в арифметической прогрессии. Почему вот эта труба 300 метров, чтобы пробить слой инверсии? И не только Бишкек, но и Улан-Батор, и Пекин в зимнее время, и многие-многие города мира, которые расположены либо в предгорьях Алматы и Тажи, либо в котловинах, в первую очередь зависит по загрязнениям от частоты и мощности слоев инверсии, которые над ними возникают в зимнее время. Ну, немножко о государственном мониторинге. Проводится он только с гидрометром. Будем говорить, наверное, о Бишкеке или о всех российских территориях. Давайте о Бишкеке. Давайте. В Бишкеке это 7 стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферы. Остались еще с советских времен, их было 15. Теперь их 7, и наблюдение на них проводится один раз в сутки по сокращенной программе. Автоматического оборудования на этих постах нет, и замеры проводятся вручную. В 2020 году АБР передал к Кыргызгидромету 50 датчиков мониторинга Clarity для измерения твердых частиц и диоксидов азота. И вот теперь у нас получилось примерно 58 пунктов контроля, из которых 50 это датчики, 7 стационарные посты наблюдений, и 1 это автоматическая станция Кыргызгидромета. Она у них работает уже больше 8 лет, по-моему. Предоставлена Финским институтом в рамках проекта и расположена в районе метеостанции Бишкек, короче, район завода Кока-Кола на Лучине. Наблюдения ведутся за 10 веществами: диоксид серы, окислы азота, формальдегид, аммиак и так далее. Ну, если говорить по максимальному ПТК, то исключив
PM2,5 и PM10 из обычных соединений, его имеет формальдегид. Неправительственный мониторинг – это то, что мы видим на сайтах. Ну, во-первых, это станция мониторинга на территории американского посольства в районе Южно-Объездной. Это вот верхняя ссылка. И сайт IQR, 15 датчиков, которые в режиме онлайн как раз и определяют рейтинг Бишкека, о котором так любят говорить последние несколько лет по расположению, ну, скажем так, по приоритету по загрязнению атмосферы. Ну, третий и четвертый пункты, то, что дело Мовглин, я думаю, вам всем знакомо. А наша станция, она как-то не прозвучала, станция в Корсуе, широко. Она была, это российское оборудование, сертифицированное на территории России, Беларуси, Казахстана, Украины и да и все. То есть, и она полностью в автоматическом режиме измеряла у нас 16 загрязняющих веществ. Работала она с декабря 2018 года, то есть уже 5 лет. Фактически ресурс ее сейчас уже исчерпан, так как я говорю, это непрерывное измерение. И станция нуждается уже 1,5 года как в порядке. Но, тем не менее, она дала бесценные данные, которые, это были первые автоматические наблюдения в Бишкеке вообще, в Кыргызстане, непрерывно, по концентрации и распространению примесей. Ну, что такое AQA, я думаю, все прекрасно знают. Это унифицированная таблица, сделанная в цветовой гамме, которая просто для потребителя показывает степень загрязнения атмосферы не в прямых концентрациях, а в понятных для любого человека вещах, то есть в относительных единицах. То есть от 0 до 50 хороший фон, от 51 до 100 средний, ну и так далее. Вот здесь приведены данные по мониторингу загрязняющих веществ для столицы КР в среднем за примерно 10 лет. То есть сейчас 1,5–2 раза. По общей пыли раз в ПМ 2,5. Но это осредненные годовые цифры. В отдельные сезоны, КПМ превышение достигает, ну, в каждую зиму, по крайней мере, прошлых лет, превышение ПМ 2,5 достигало 11–13 раз. Наша станция показала рекорд, это 2018-2019 год, как раз на Рождество, на 7 января, 21 ПДК. Это район Алматинка, ну, район старого конвольно-суконного комбината. И вот эта табличка, это уже по многолетним наблюдениям за 4 года по нашей станции. Смотрите. Совершенно видно, что из всех загрязняющих веществ именно ПМ2,5 и ПМ10 лидируют в любой сезон, кроме лета. И так продолжается все лето. Связано это опять же в первую очередь с тем, что разрушаются инверсии, возникает хороший термический прогрев, и вот это высотное перемешивание приводит к снижению концентрации до безопасных значений. Ну а осенью картина повторяется в обратном порядке. Ну, начиная примерно с октября и ноября начинается рост. И опять же все очень сильно зависит от погодных условий. Вот первое, что показывает январь 2018 года. Значит, минимальные концентрации примеси достигают предрассветные часы. Потом, начиная с 8–9 часов, мы получаем первый пик. Это вот здесь, где сейчас курсором может. То есть пошел транспорт, кое-где затопили печи, появилось первое максимальное значение. Потом идет спад, примерно к 3–4 часам дня. И второй пик, который в 2 раза выше дневного, приходится на 9–11 часов вечера. Ну, сразу все понятно. То есть печи, накопившиеся примеси за день,
И снизу этот же график, это уже за другое время по данным американской станции. Если вы столбики посмотрите диаграмму, все то же самое. Два пика. И вот в этом абсолютная, конечно, незаменимость автоматических наблюдений, которые показывают все в деталях. Два пика, дневной и ночной. Ночной пик в 2 раза выше дневного. Вот так выглядит картинка на сайте IQR. Это 27 января 2021 год. Значит, значение приходится не на центр Бишкека, а на районы. Жилмассивы с печным отоплением. Ну вот, например, военная Антоновка. 1215 IQ. В то время как центр Бишкека, даже в районе ТЭЦ, только 600. Вот эти вот благоприятные цвета на юге столицы объясняются очень просто. Это стоковые ветра, горнодолинная циркуляция, которые дуют по рекам, руслам рек Алмедина, Лакча. И они просто отжимают вот это облако примесей, ну, примерно, скажем так, 80-х годов это было до улицы Ахтенбаева. Сейчас в связи с вот этой высотной застройкой хаотической, это ближе, скажем так, ну, в лучшем случае до районов, ну, Артасая, вот так. И вот эта картинка за эту зиму, смотрите, 3 января. В этот день изменения растения равномерно. И лидирует в этом случае центр. Не намного, в 1,5-2 раза превышает окраины, и далеко не везде. Но опять же, за счет теплой погоды и хорошей зимы нет условий для многодневного накопления концентрации. Да, это точно. Ну, а дальше у меня тут есть примеры по пытаются справиться с этой проблемой, достигли определенных успехов. И главное, они очень похожи на нас и по расположению города, по ТЭЦ, по количеству населения, по количеству машин и так далее. Ну, я предлагаю ставить это уже на обсуждение. Спасибо. Ну, рекомендации, я тоже уверен, что вы видели их не первый раз. Засчитывать я их не хочу. Давайте я сделаю паузу. Видно оттуда, да? Представители Минздрава сегодня не смогли принять участие, потому что это все еще влияет на здоровье граждан, к которым мы стали более трепетно относиться после 2020 года, времен ковида. И я сейчас хочу предоставить слово, наверное, господину вице-мэру, да, для того, чтобы уже, ну, скажем так, дать тоже, что у нас происходит, информацию. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел, скорее всего, попозже поставлю видеоролик, где явно будет ясно показано, что было сделано. На сегодняшний день городом проводится ряд масштабных мероприятий. Вот совместно с Министерством энергетики, Министерством природных ресурсов в этом направлении ведется под контролем аппарата президента, кабинета министров. Проведено очень, я считаю, за год достаточное мероприятие. К примеру, это вот как Андрей Олегович сейчас сделал доклад, в принципе, вот правильно, именно точно указано то, что в основных мероприятиях это мы должны решать именно проблему печного отопления и транспорта. В этом направлении, как ранее в средствах массовой информации указывалось, городом полностью общественный транспорт переводится на газовые виды двигателей. Тем самым мы подвижной состав города полностью меняем на газовые автобусы, вместительные, большие. К концу прошлого года прибыло 744 автобуса. В этом году мы ожидаем еще прибытия порядка 700 автобусов. Дальше идет уже
по поставленной задаче между «Газпромом» и мэрией города подписанным документом дорожной карты мы уже начали газифицировать, закончили газификацию 9 жилмассивов. На сегодняшний день активно ведется подключение к этим газовым сетям. Более этого, мы в прошлом году Кабинет министров одобрил документ, в котором выделялась специальная субсидия для льготного кредитования в сумме 1 миллиарда сомов на стимулирование именно подключения населения к газу. Данная инициатива в 2024 году тоже будет продолжена. Данное льготное кредитование в размере 8% на подключение газа домов до 150 квадратов и свыше 150 квадратов 12% в этом году тоже будет продолжено. По данным направлениям работают два банка, это РСК банк и АИЛ-банк. К примеру, по подключению к газу за 2023 год уже мы достигли 10 тысяч новых абонентов, которые подключились к газу. Это говорит о том, что мы уже уменьшаем потребление населения именно газа, это угля. Углем даже по предварительным оценкам фиксируется то, что данная динамика достигнута около 12 тысяч тонн угля уже нашим населением не приобретается и не потребляется. Это уже хорошая динамика, учитывая то, что наш город потреблял, именно население потребляло 140 тысяч тонн угля. Кроме этого, конечно же, это перевод, то, что я ранее сказал, подвижного состава на газ. В этом направлении уже предварительно около 100 тонн дизельного топлива в сутки уже не потребляется нашими общественным транспортом. Также совместно уже под эгидой проекта «Акселератор» у нас введено в эксплуатацию 42 зарядных станций, которые стимулируют развитие именно электромобилей. В городе Бишкеке этих электромобилей уже мы достигаем количества 2000. Это тоже хорошая динамика, показатель. И если запланировано в прошлом году 30 зарядных станций, мы поставили, уже выделили места уже совместно с нашими инвесторами, уже поставили 42 этих зарядных станций. Также здесь была у нас проблема собственных котельных, которые работали на угольном топливе. В прошлом году по инициативе мэрии 22 угольные котельные, которые оставались именно на этом твердом топливе, переведены полностью на газ. Тем самым мы сминусовали еще 3600 тонн угля, который потреблял сам муниципалитет. Также для развития этих же мероприятий городом был потушен мусорный полигон, который тоже существенно добавлял уровень именно выбросов на наш климат, то есть городскую атмосферу. Тем самым тоже существенно было подавлено количество источников задымления. Этим мероприятием, конечно же, мы смогли именно в этом секторе, в районе Дордоя, в какой-то мере локализовать именно существенный источник. Также проблемой загрязнения еще является, как-никак, это использование личного транспорта всем населением, которое у нас растет, количество транспорта у нас растет, а их количество сегодня превышает 400 тысяч на наших дорогах. И чтобы стимулировать общественный транспорт и к пользованию общественным транспортом, приоритет поставить именно общественного транспорта, были инициированы именно использование отдельных выделенных полос, которые со временем, я хочу сказать, конечно, сегодня они неудобны для пользователей личным транспортом, но в будущем она должна стимулировать использование общественного транспорта как удобным, как мобильным и в качестве приоритетного, тем самым уменьшая количество транспорта на дорогах. И в дальнейшем эти мероприятия будут у нас развиваться, и
эти направления тоже стимулироваться в виде, мы ставим цели в будущем именно развить, именно в плане введения специальных зеленых коридоров для зеленых видов транспорта, тем мы называем электромобили или автомашины, которые используют именно более экологические виды систем. Такие мероприятия у нас будут улучшаться, увеличиваться. К тем же относится это увеличение инфраструктуры для немоторизированных видов, это, как говорится, передвижения. Это как велодорожки, как именно специально отведенные полосы для самокатов, велосипедов, а также улучшение инфраструктуры именно тротуаров, что стимулирует обратно же население для использования, как говорится, более неэкологических видов передвижения. Такие мероприятия именно город работает, а также тоже с подачи мэрии, именно межветкомиссии, наш ТЭЦ на сегодняшний день начато использоваться более калорийного вида угля, к примеру, вместо Храгичинского, который является более зольным, более менее калорийным, менее энергоэффективным, но он вырабатывает почти в 2 раза больше выбросов, нежели альтернативные виды угля в виде каменного угля, как, к примеру, да, Шабыркуль, то ТЭЦом Бишкек закуплено 450 тысяч тонн именно более калорийного угля. Это тоже в какой-то степени тоже дает свой эффект. И данные направления будут городом, они масштабироваться, увеличиваться, особенно газификация. Одним из следующих этапов развития мы развиваем уже по проекту Всемирного банка, к примеру, да, как Игорь до этого отметил, то, что мы хотим уже ввести новый вид системы отопления, как бы для развивать среди населения именно частного сектора. Это в виде новых технологий введения, как тепловых насосов. И данный вид отопления тоже даст свой эффект, потому что оно наиболее экологичен. Мы развиваем именно развитие, в том числе, конечно же, таких видов отопления, как солнечных панелей, то, что даст максимальное снижение к источникам выбросов, к использованию тех продуктов, которые на сегодняшний день у нас образуют эти виды выбросов. И подводя итог наших сделанных работ, да, то, что за 2023 год, это как бы вкратце. Хочу сказать то, что мы должны уделять внимание еще и источникам данных. Источникам данных, на что мы базируемся, на что мы опираемся. К примеру, мы должны опираться, прежде всего, я считаю, это на данные гидромета. Гидромета, данные, они всегда открыты, они всегда имеют, я считаю, более точные параметры. На сегодняшний день в этом направлении также с проекта Всемирного банка приобретается специальное оборудование, более цифровое современное оборудование гидромету будет приобретаться, на что мы будем базироваться. Исходя от будоражащие наши те данные, которые часто в сайте IP как бы выставляются, да, они имеют место, но мы должны посмотреть, насколько они действительно достоверны. Действительно, те датчики, которые там поставлены по тем стандартам необходимым. Потому что нами выявлено несколько точек, которые по даже тем требованиям самого сайта не соответствуют, потому что некоторые датчики установлены в тех местах, которых на самом деле не должны. Потому что самые датчики они должны находиться на определенное расстояние от дороги, они должны состоять на определенной высоте. А некоторые, например, мы зафиксируем точно прямо рядом с тандемом. Если этот датчик показывает свою норму. Когда мы видим один датчик прямо находящийся в какой-то километровой зоне, один датчик показывает, грубо говоря, в 600, а рядом стоящий датчик показывает 30. Это уже говорит о том, что не установлены четкие параметры. С этим тоже надо поработать. Да, потому что мы начинаем уже, я в прошлый раз наткнулся в том же сайте на одну рекламу, к примеру, то, что используя именно эти показатели,
рекламируют, данные сайты рекламируют уже свою продукцию как очистители воздуха. Приобретение, необходимость приобретения очистителей воздуха. Есть еще несколько роликов, которые активно публикуются и в соцсетях, где именно показывается загрязнение воздуха и то необходимости в срочном порядке приобретения очистителей воздуха дома и так далее. Вот в этом направлении мы тоже всегда должны учитывать достоверность данных, его фактическое показатели и, конечно же, обязательно рассматривать уже статистическую динамику. Динамика в этом году у нас, конечно же, более позитивна, как Андрей Олегович сказал. Действительно, она очень сильно зависит от температурной инверсии, но в декабре месяце, если вы помните, 15 декабря у нас стоял такой холод, такой ощутимый в течение 5 дней. Ну и тогда динамика у нас, мы смотрели, анализировали, динамика у нас идет тенденция. Что хорошо, тенденция я не говорю, то, что у нас мы победили этот смог, она у нас уменьшилась, но мы видим уже динамику снижения. Это уже хорошо, потому что этот смог, он появился не сегодня, не вчера и даже не 30 лет тому назад. Он был и с образования данного города. Даже сам ТЭЦ, он был построен из-за того, что в городе Фрунзе в те годы, именно 70-е годы, у нас в Фрунзе был существенный смог. И было принято решение тогда ликвидировать все малые котельные и построить центральное отопление. И, как говорится, мы, да, действительно, за последние годы мы видели очень большую динамику скачков, но сейчас уже силами, совместными силами, в том числе, как говорится, гражданского сектора, мы в активной фазе уже идем к динамике развития. В этом направлении нам нужно всем объединиться. И мне радует то, что и научные круги сегодня очень активно вносят свою лепту в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Я хотел вам короткий вопрос задать. Я не эколог, я политолог. Наверное, и как политолог, и как житель Бишкека, спасибо вам за выступление. Вот если мы говорим о топливе, да, и, в общем-то, что было показано из презентации, ну, уголь и газ, допустим, уже привычные виды топлива, проверенные много лет, но вот эти новые энергосберегающие технологии для нас, понятно, что для мира это уже не новая технология, но все-таки у нас это в большей степени редкость. Они, с одной стороны, на мой взгляд, они заметно, наверное, будут делать дороже жилье, потому что если новые дома, которые будут строить, будут вот этими панелями оснащены, то стоимость повысится. А с другой стороны, то, что вот о чем пишут, я вот готовясь к круглому столу почитал, вот использование тех же литиевых батарей, это не совсем экологичный, скажем, вид. И чтобы их утилизировать, необходимы, наверное, даже не те 50 миллионов, которые нам выделяет Всемирный банк, чтобы их утилизировать надолго. Вот Бишкек, все-таки, мэрия Бишкека, вы в пользу чего делаете выбор для того, чтобы, с одной стороны, мы дышали чистым воздухом, а с другой стороны, рационально использовать те ресурсы, которые есть, там, газ, уголь или вот, зеленые технологии. Можете ответить? Игорь, я хотел уточнить вопрос именно в отоплении частного сектора. Мы не рассматриваем именно обогрев литий-ионовыми батареями, либо с использованием этих батарей. Почему данный вопрос? Здесь у нас мы говорим альтернативу отоплению, именно применение более технологических видов системы отопления в виде тепловых насосов. Там она никаких батарей она не предусматривает. Она используется из сети электричества, то есть это энергоэффективный. То есть если я вот небольшой пример приведу, у нас в городе около 120 домов, которые работают уже на тепловом насосе. В прошлом году мы поставили за счет наших партнеров GIZ в пилотном режиме 5 домов. Установили там тепловой насос. На сегодняшний день эти дома используются. Это простые среднестатистические дома, 100-150 квадратов, в которых были установлены эти технологии.
И пока они показывают очень такую положительную динамику. К примеру, если газом отопление стоит 7500 сомов, а углем стоит на сегодняшний день уже 7200, то отопление этими видами систем, оно уже составляет до 3000 сом. То есть это тепловые насосы, да. То есть те абоненты, которые используют эти тепловые насосы, за отопление платят, как, грубо говоря, за один обогреватель. И это он, да, он в установке он более дороже, поэтому предусматривается новый ресурс, но эффективность их именно в системе и экономичность, она показывает динамику хорошую. Но там нет никаких батарей, я еще раз подчеркну. Евгений Григорьевна, мы давайте сейчас у нас официально выступят участники, а потом мы уже будем как бы выступление и вопросы. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Я хотел бы передать слово госпоже Райенковой, замминистру Министерства природы, экологии, ну, в общем-то, те, которые являются профильным ведомством, вот, и, может быть, вы тоже расскажете вот об этом проекте новом, да, который сейчас вот, мы сегодня депутатов пригласили, Жагорку Кинеша, который сейчас рассматривался в парламенте, это кредит Всемирного банка, который будет, ну, как бы должен, так, по-моему, называется, за чистый воздух, да, то есть связан с чистым воздухом, в том числе Бишкек. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Наша сегодняшняя встреча стала возможной, да, благодаря готовности объединять все усилия с вызовами, стоящими перед нами. Загрязнение воздуха – это не только проблема экологии, но и вопрос общественного здоровья, благосостояния наших семей и будущего наших детей. Последние несколько лет в осенне-зимний период в нашей столице и других городах наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, который оказывает разностороннее и серьезное воздействие на окружающую среду, экосистему и здоровье человека. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха является деятельность человека, то есть носит антропогенный характер, такие как сжигание угля, выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и сокращение зеленых зон. Однако, как вы все видите, ситуация улучшилась. На сегодняшний день наблюдается улучшение качества воздуха в нашем городе. И необходимо отметить, что соответствующими министерствами, ведомствами ведется огромная работа по улучшению ситуации, экологической ситуации в городе Бишкек. Как вам известно, наверное, распоряжением Кабинета министра создана была, образована, то есть межведомственная рабочая комиссия по вопросам улучшения качества воздуха под председательством Министерства природных ресурсов. Сопредседателем является мэрия города Бишкек. В рамках работы этой межведомственной комиссии налажено, во-первых, это взаимодействие между различными ведомствами с привлечением научного сообщества, разработаны и определены первоочередные меры по улучшению качества воздуха, направленные на решение разносторонних проблем, способствующих снижению загрязнения уровня воздуха. Со стороны государственных органов проводится определенная работа по снижению уровня загрязнения воздуха. Как нам только что вице-мэр представил информацию, ведется большая работа по газификации жилых массивов вокруг города Бишкек. Введены в эксплуатацию новые автобусы. Да? Кроме того, большой проблемой было горение Бишкекского санитарного полигона. Эта проблема тоже решена на сегодняшний день. Кроме этого, активно ведется предупредительная контрольная работа с населением, с промышленными хозяйствующими субъектами по недопущению нарушений природоохранного законодательства. Ведется также работа
службы мэрии города Бишкек. Кроме этого, ГУВД города Бишкек, с ними совместная работа ведется. Но только что вам представили краткую информацию, определена, то есть проведена большая, огромная работа, которая на сегодняшний день уже показывает свои результаты. И как раз, пользуясь случаем, тоже хотела бы благодарить наших депутатов, которые активно участвуют в этом направлении. По вопросам проекта Всемирного банка, да, действительно, это по улучшению качества воздуха, это первый, на сегодняшний день первый проект, который рассматривается Кыргызской республикой. Да. В настоящее время этот проект будет представлен на ратификацию Джоорку Кенеши. И как раз мы думаем, что совместными усилиями, да, по поддержке наших депутатов этот проект мы ратифицируем, и он будет у нас реализовываться. Как отметил Джергалбек уже, этот проект действительно он три компонента. Это первый компонент, это управление качеством воздуха, да, то есть мы будем вести работу по улучшению мониторинга качества воздуха. Второе – это озеленение, и третье – это, как мы сказали, это уже по отоплению, да, вопросы отопления. В принципе, этот вопрос уже мы обсуждали, первое обсуждение проходило в Джоорк-Кенеше. Нас 3 комитета поддержали. На сегодняшний день одобрение мы получили из администрации президента. И, как я уже отметила, сейчас последний у нас рывок остался, это ратификация нашего закона по этому соглашению. Да? И что я хочу... Нет, это льготный кредит. 50 миллионов беспроцентный. Будет проект реализовываться на 7 лет. Беспроцентный, как я уже отметила. Льготный период какой? Льготный период 10 лет. А на что потратите? А можно сразу вопрос? Да. Он программный или инвестиционный, инфраструктурный? Вот вы сказали управление качеством мониторинга. Это бла-бла, извините меня за грубость. Озеленение. Озеленяем, полива нет, воды нет, это тоже бла-бла. Отопление. Что такое отопление? Будете каждый дом ходить, рассказывать? У меня большая просьба, подождите. Ну, пока депутаты. Давайте мы сделаем так. Сейчас у нас официальный лица выступит, а потом мы начнем вопросы-ответы. Вопросы-ответы, наверное, позже, да? Ну, что я хотела сказать. Во-первых, я благодарю вас за приглашение. Такие у нас конференции, совещания на сегодняшний день для нас необходимы. Вот я вижу здесь активные наши общественные деятели, НПО. С ними мы сотрудничаем со всеми, тесно взаимодействуем. Жалко, здесь не все государственные органы, но на сегодняшний день, я думаю, здесь мэрия города Бишкек как раз, Министерство природных ресурсов, наши депутаты и Горкенеш радуют, что мы сегодня собрались и совместными усилиями мы только можем решить такие проблемы. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну вот я сейчас как раз слово передам депутату господину Маталиеву, который находится в процессе, как говорится, в том числе и ратификации данного проекта. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу катышкылары. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, хочется выразить благодарность за то, что вы проводите определенные такие конференции, круглые столы. Это очень важно. Почему важно, я объясню. Важно тем, что здесь звучат различные экспертные мнения, здесь можно увидеть различные научные исследования. Все это в конечном итоге приведет к тому, что все общество, в том числе чиновники, и самое главное, те люди, которые принимают решения в этом вопросе, будут замешаны и знать.
Почему? Потому что я вам приведу один пример. Еще в 2019 году, вот здесь сидит депутат городской Кенишев Спайматов, мы очень долго поднимали этот вопрос, и в одном из таких вот совещаний, когда я презентовал презентацию относительно смога, премьер-министр того времени мне сказал, он говорит, ты, говорит, Марлен, ты, говорит, не прав, смог, говорит, это происходит из-за того, что, говорит, я лично видел своими глазами, когда машины сильно едут, и на обочине этот пыль поднимается. Это вот реально, это есть видео, и это его выступление. То есть, понимаете, это руководители, которые принимают решения, именно так они думали. Но благодаря различным вот этим конференциям и благодаря очень важным научным исследованиям, теперь мы четко понимаем, что такое смог, как с ним бороться, какие последствия. В том числе, я вот сейчас как депутат расскажу о законодательной части, что мы делаем. Понятно, в те времена не понимали, но позже понимание пришло. Активно начали этим все заниматься, благодаря вот этим различным министерствам, ведомствам, мэрии. Они сейчас четко уже знают, что им делать. Мы же со своей стороны активно им помогаем. Например, относительно сжигания различных резин и тому подобное, Министерству природы не удавалось заходить на эти объекты, потому что закон не позволял. То есть они должны были уведомлять за 10 дней, что они зайдут. Но извините, он за 10 дней он там так почистит, ничего не останется. Ни одного следа даже не останется. Сегодня они вправе, и мы приняли такой законопроект, они вправе моментально заходить. Если поступает сигнал, они моментально заходят и уже могут проводить свою работу. Сейчас вот буквально 2 часа у нас будет комитет, где мы будем рассматривать вопрос относительно качества угля. Мы хотим теперь, чтобы и качественные угли, если таковые не имеются, то практически, чтобы лицензии отбирали. И не запускали их к разработке. Сейчас вот этот законопроект мы рассматриваем. Относительно машин, которые тоже являются одним из причин загрязнения, то вы знаете, что мы хотели принять закон, но правительство опередило, они приняли, когда мы это уже на общественное обсуждение вынесли законопроект, они уже вытащили постановление о запрете продаж вот таких, как же они называются, машины, катализаторы, да, извиняюсь. Сейчас еще один законопроект идет относительно зеленых номеров. То есть использование зеленых номеров, кто их использует, и вот то, что сейчас Митсумер сказал, будут определенно отдельные для них линии, парковка будет бесплатная, различные будут такие вот стимулирующие вещи, когда мы будем просить, чтобы они все-таки переходили на зеленые номера. Мы недавно были в Англии, вот мы сейчас пример в Англии, там есть круг, оказывается, там первый круг, второй круг. Так вот, в 2024 году там в первый круг уже не могут заезжать обычные машины. Туда будут заезжать только те машины, которые зеленые номера. То есть вот такие ограничения, как в различных других странах уже принимаются. Мы тоже хотим догнать их. Относительно отходов, ну то, что мусорный полигон до этого сжигали, мы приняли законопроект, благодаря которому сейчас они спокойно уже не сжигают, а уже проводят сортировку и тому подобное. И сейчас идет очень большая работа по утилизации. Именно утилизация вот этих батареек от электромобиля. То есть этот процесс тоже сейчас идет. Далее мы принимаем также различные постановления, в которых мы четко тоже указываем с нашей стороны же пункты, которые посмотрят правительство и то есть это, я к чему говорю, самое главное, есть понимание, это очень радует. Отрадно, что сегодня принимают участие непосредственно те руководители, которые этим занимаются и принимают решения. А я очень хочу, чтобы вот здесь, я вижу очень много наших экспертов, я хотел бы от вас тоже услышать различные мнения, различные предложения, может где-то по принятию законопроекта, если это наша инициатива, то есть наше видение. А если это видение наших министерств, то им уже дать непосредственно свои предложения. Но не так, чтобы вот критиковать или там за что кредиты берете. Подскажите, где-то мы не понимаем, мы давайте все усилия наши направим на то, чтобы в конечном итоге все-таки мы дышали хорошим и свежим воздухом. И в конце концов Фрунзе или Бишкек сейчас, да, он приобрел свое исконное название зеленого города. Спасибо.
Спасибо большое, Марин Абдурахманович. Ну, мы, в общем-то, да, для этого и проводим мероприятие, чтобы была площадка, поскольку я уже видел, что проходило вот обсуждение, допустим, того же проекта Всемирного банка, но оно проходило именно на уровне министерств, ведомств, депутатов парламента, без СМИ и, допустим, широкой общественности. Ну, давайте мы сейчас еще предоставим слово, если, конечно, есть что сказать. У нас сегодня участвуют депутаты Горкинеша, да, пожалуйста, вам слово. Очень активный депутат. Всем доброго дня, уважаемые участники круглого стола. Я очень рад, что эта актуальная тема часто обсуждается, то есть приобретает такую актуальность в общественности, и уже подключаются люди научной сферы. Вот. Я с глубоким уважением отношусь и, конечно, призываю, чтобы пропагандировать, да, на идеологическом уровне, потому что этот вопрос касается всем, и мы должны переживать о будущем наших детей. Естественно, этот вопрос, как Марин Абдурахманович сказал, мы с 2015 года, я будучи депутатом больше 10 лет, на каждой сессии, вот осенью как начинается у нас, мы обсуждаем данный вопрос. Естественно, до общественности доходит по-иному, то есть иногда, вот, к примеру, то, что премьер-министр, там другие наши руководящие люди, они как бы смотрят другим ракурсом данный вопрос. Мы каждую неделю, профильная комиссия, здесь тоже члены присутствуют, заместитель вот, тоже профильной комиссии, Руслан Мурза тоже свое скажет. Мы стараемся вот довести до населения, что не каждый горожанин, участники данного процесса, то есть мы делаем сами вклад, начиная даже такие факторы совокупности, которые образуют смог, даже соцобъект. То есть родители, которые, пожелавшие своих детей перевозить через город с одного угла до другой, да, к окраину города, даже мы свой вклад добавляем, потому что это желание родителя, чтобы его домочадца, чтобы он учился там в хорошей школе, хочет хорошее будущее, но не думая о создании пробки и так далее. То есть все факторы, вот эти частицы, они в совокупности собираются и создают огромную проблему. Даже по графику вот Андрей Олегович показывал, где вот именно пик, если вы сами заметили, вот именно с 8 до 10 часов, а потом и так далее, вот после закрытия детских образовательных организаций, школы и так далее, вот этот пик поднимается. То есть это дает о том, что мы передвигаемся, и мы, естественно, выбросы вот именно автотехники. Потом я все время в круглых столах хочу довести до наших современников своих, да, такое понятие, что мы, бишкекчане, оказывается, чисто психологически, всегда вот проблемы даже пробок и смога, вообще автотранспорт, вот только думаем и обсуждаем только автотранспорт. То есть у нас чисто логически нету альтернативных видов транспорта в городе, и поэтому мы пришли к тупику, что у нас узкие дороги, и мы все время пытаемся на этих дорогах то линии чертим, да, то что-то делаем, то тротуары, что-то это, только авто, только вокруг авто, да, обсуждение. Поэтому я всех призываю, и сам тоже в поисках, чтобы в нашем городе мы должны в конце концов перейти на альтернативный вид транспорта. Вот монорельсы, как бы в шутку и хайпом в свое время экс-мэра там шутили на этом, но город уже нуждается в этом. Подземный, надземный, неважно, но вид транспорта мы должны менять. Альтернативный вид должен быть в нашем городе. Это тоже дает свой вклад именно в борьбе против смога.
Потом меня, конечно, забеспокоило то, что вот сейчас вопрос о кредите, да. Конечно, если там договоренность уже есть, если Джолкинеш ратифицирует данный проект, то оно пройдет, но не было ли возможности грантом, да, потому что весь мир борется вот именно проблемой экологии, выделяются огромные, как мы знаем, миллиардные суммы на грантовой основе. Хорошо было бы, да, потому что я переживаю, мы берем чуть ли каждый месяц кредиты, честно говоря, очень переживаешь, когда смотришь, что, конечно, ратифицирует кредиты, что, ладно, мы-то уйдем, никто не вечен, но будущее поколение будут работать только на кредиты, чтобы... За это переживаешь, конечно, это чисто сугубо личное мнение мое. Поэтому тоже здесь свое предложение относительно от кредита. Нету ли альтернативы гранта, да? Потому что во всем мире есть вопрос актуальности именно борьбы проблемы именно экологии. А так мы, Бишкекский городской кеңеш, естественно, мы как ответственные лица, слуги народа, бьем об колокол каждую неделю. Это актуальный для нас вопрос номер первый. Экология, конечно. А так наши двери открыты на онлайн-режиме. Каждый четверг с 10 часов мы заседаем, постоянно профильные комиссии именно по экологии. И поэтому любые вопросы, любые наказы мы принимаем и готовы принимать. Спасибо большое. Ну, могу сказать, что, на мой взгляд, да, когда речь идет о кредитах, то, видимо, чистые или как и экологически чистые технологии их тоже надо продавать. Это как бы ирония. Ну, давайте мы сейчас сделаем так. У нас еще есть выступающие, но поскольку я вижу уже, да, люди, может быть, да, пожалуйста, да, Азамат Темиркулов, сейчас мы закончим наш официальный блок, а потом уже, наверное, уже в процессе ответов, вопросов-ответов, директор Центра климатического финансирования при Министерстве Кыргызской Республики. Ну, ошибочка. Перебью. Ошибочка. Центр климатического финансирования при Кабинете министров Кыргызской Республики. Нам повысили недавно статус. Поздравляю. Ну и мой коллега в недавнем прошлом, политолог, который, в общем-то, всегда ратовал за то, чтобы у нас был экологически чистый воздух, по крайней мере, в Бишкеке. И Бакытбек, я потом снова слово скажу. Спасибо большое за приглашение. Спасибо за возможность выступить здесь. Но, во-первых, уточню, что Центр климатического финансирования при Кабинете министров Кыргызской Республики участвовал в разработке проектной документации того проекта Всемирного банка по чистому воздуху, о котором сейчас идет речь. Кроме того, мы способствовали продвижению этого проекта в госорганах, в администрации президента и так далее. Поэтому мы имеем непосредственное представление о том, что это за проект и как он разработан. Отвечая вот на ваши вопросы, 32 миллиона долларов из 50 миллионов, они выделены на переход от угля к тепловым насосам. 32 миллиона. Это будет инвестиционный, да? Ну, что вы имеете в виду инвестиционные? Когда мы берем кредитные гранты, они подразделяются на два вида. Программные, это вот законодательство, НК, круглые столы, и есть инвестиционные. Это инвестиционные, это чисто инвестиционные, потому что большая часть этих денег, 32 миллиона долларов, они направлены на переход от угля к тепловым насосам и другим чистым технологиям. Это отказ от угля. От угля в домохозяйствах около 20 тысяч, 25 тысяч домохозяйств перейдут от угля на тепловые насосы через револьверный механизм, револьверное кредитование. То есть деньги будут выдаваться через коммерческие банки, население сможет получать эти финансы, потом выплачивать. Эти деньги коммерческие банки обратно будут выдавать, и таким образом эти деньги будут крутиться в нашей экономике.
То есть этот проект принесет пользу не только климату, не только чистоте воздуха, но и нашей экономике. Потому что деньги будут вращаться в экономике, кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места. Вот все эти 25 тысяч тепловых насосов будут нуждаться в обслуживании, это тоже рабочие места. Поэтому это очень хороший проект. Кроме того, как здесь уже говорилось, это льготный кредит, то есть 0%, 10 лет льготный период, мы выплачивать первые 10 лет не будем, и только через 10 лет начнем выплачивать. Вот. Кроме того, нужно сказать, что этот проект – это первый шаг, это первый пилотный проект, потому что 25 тысяч домохозяйств для Бишкека – это не так уж и много. Нам нужно будет еще масштабировать этот проект, и сейчас Центр климатического финансирования работает именно над масштабированием этого проекта. То есть это пилот, это только начало, основная работа будет потом. Теперь вот вы поднимали вопрос по гранту. К сожалению, вот этот проект, он, там нет грантового компонента, это льготный кредит, но это уже хорошо, потому что это льготный кредит. Но если мы говорим о масштабировании, то здесь мы будем работать над грантами. Мы уже работаем над грантами. Мы сейчас, Центр климатического финансирования подал заявку в Зеленый климатический фонд. Наша заявка там на 25 миллионов долларов лежит по энергоэффективности зданий. И 25 миллионов долларов на, опять же, вот переход от угля к новым технологиям. Почему очень важно ввести вот эти два компонента вместе? Потому что когда мы говорим о чистоте воздуха, это должно быть не только переход от угля к чему-то чистому, но здесь должно быть и энергосбережение, энергоэффективность наших зданий, чтобы мы меньше потребляли тепла, чтобы у нас вот это тепло не улетучилось, чтобы мы его экономили. И это именно утепление зданий. Поэтому Центр климатического финансирования работает в двух направлениях. Мы разрабатываем проектные предложения по энергоэффективности зданий и по переходу от угля к новым технологиям. Стараемся как раз таки работать над тем, чтобы привлечь гранты. Сейчас вот эти два проектные концепции, которые мы подали в Зеленый климатический фонд, рассматриваются. Взяли уже в разработку в Зеленом климатическом фонде. Первые комментарии мы уже получили. Это означает, что эти проектные концепции не были отвергнуты Зеленым климатическим фондом, и первый этап они уже прошли. Это хорошо. Дальше будет работа идти совместно с экспертами Зеленого климатического фонда. Кроме того, мы сейчас взаимодействуем с нашими партнерами, такими как Азиатский банк развития в Кыргызстане, Европейский банк реконструкции и развития, над тем, чтобы мы совместно работали над вот этими заявками. Я думаю, что в будущем мы выйдем на то, что у нас масштабирование вот этого проекта будет на основе гранта и плюс льготных кредитов, возможно, от наших партнеров, таких как Международные банки развития. Кроме того, мы не ограничиваемся только домохозяйствами, потому что у нас есть и государственные учреждения, поэтому Центр климатического финансирования сейчас разработал проектную концепцию по переходу от угля на новые технологии для государственных учреждений, школы, больницы, детские садики, особенно те, которые вокруг столицы. Поэтому мы вот такую концепцию, проектную концепцию подали в Койку. Койка уже одобрила, была миссия экспертная в ноябре прошлого года, они провели оценку, сейчас мы будем дальше работать над проектной документацией, надеюсь, к концу этого года этот проект, он 10 миллионов, это, кстати, грант, это не кредит, не льготный кредит, это чистый грант, и вот я надеюсь, что к концу этого года мы эту проектную концепцию уже доработаем, и дальше уже будет работа идти в Джорку Кенеше. Вот. Еще раз хочу подчеркнуть, что это только начало, и Центр климатического финансирования прилагает все усилия для того, чтобы разрабатывать и продвигать проектные концепции и масштабировать вот эти все проекты.
Спасибо. Спасибо большое. Давайте вот теперь слово. Да. Остальные 18 миллионов, 6 миллионов – это лаборатория для Министерства природы. Будет построена новая лаборатория. Землю, участок уже выделили. 6 миллионов пойдет в гидромет. У них будут созданы дополнительные пункты мониторинга качества воздуха. Вот. И около 4 миллионов на зеленый пояс в городе Бишкек. 7,1, да? 18, 6. 2 миллиона – это операционные расходы. 1,5 миллиона. Операционные расходы – это хорошо. А что такое операционный расход? Что было? Командировки, бумага. Круглые столы, да? Круглые столы. Слишком много. Тогда вам слово, только единственное, 5 минут сейчас уже в рамках того, что не так много времени, у нас мы дали больше нашим официальным задачам. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые На собственно 20 тысяч, что ли, да? господа государственные чиновники. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Поделить 32 миллиона. Сколько это? Экспортного сообщества по НПО. Значит, я постараюсь вкратце сказать свое мнение. И, во-первых, я с большим интересом прослушал выступление эксперта по качеству окружающей среды, изменения климата. Действительно очень интересные данные. А также мне было интересно, и я значит, с большим удовлетворением послушать представителей мэрии, значит, соответственно, Министерства природных ресурсов, экологии и депутатского корпуса. И хочется сказать, как вот большевики говорили, правильной дорогой идете, товарищи, да? Неправильно. Дело в том, что вот эта тема нынешняя, она мне очень близка, потому что я в свое время работал в Институте эпидемиологии, микробиологии и гигиены, который потом был преобразован в Институт экологии и профилактики инфекций. Вот очень часто недаром говорят, что все новое – хорошо забытое старое. Когда-то Фрунзенский горисполком еще давал заказ нашему институту, и мы давали исчерпывающую оценку состояния еще в то время города Фрунзе. То, что современным языком называется экологический мониторинг, да? Роза ветров, состояние, значит, воздуха, почвы, воды. Мы все это исчерпывающе давали. И давали рекомендации, что надо делать. Забегая вперед, я помню, что наш институт, и, видимо, это где-то пылится в архивах, бывшим горисполкомом, ныне мэром, мы категорически были против того, чтобы шла застройка выше Южной магистрали. Мы говорили о том, что там надо создать лесопарковую зону, что это будет, значит, легкий для города Фрунзе в то время. Что сейчас произошло выше Южной магистрали, вы видите, да? Беспорядочная высотная застройка, которая мешает нормальной розе ветров. Вот пока тоже не забыл, вот очень правильно сказал уважаемый эксперт, самая большая проблема – это частицы размером 2,5 микрона и 10. Ну, десятка, она идет в легкие, вызывает все вот эти антракозы, силикозы, там, бронхоэктатическую болезнь, да? Хроническую обструктивную болезнь легких, бронхиальную астму, аллергизацию детей. А вот частицы 2,5 микрона, они, к сожалению, проходят через межклеточные контакты и определенными клетками иммунной системы. Я как раз вот по специальности был иммунолог, это вот в частности макрофаги. Они пожирают эти частицы, и потом это ничего хорошего тоже не приводит. Поэтому мы все этим дышим. Вот, это для нас наша общая газовая камера. Поэтому я думаю, очень хорошо, что сейчас наши государственные структуры озаботились. Теперь вот быстро пробегу я просто по вопросам. Да, основные причины. Но ясно, что это ТЭЦ и частный сектор. То, что ТЭЦ в свое время строили на угле, это было хорошо. То, что сделали больше 300 метров высотой трубы, тоже хорошо. Но в советское время мы вообще пользовались карагандинским углем, очень хорошего качества. Когда мне начинают рассказывать, что надо развивать, допустим, месторождение Карагача, я сразу говорю, ребята, это же с высокой изольностью уголь, ни в коем случае нельзя. И вообще слово уголь надо забывать.
один из самых основных источников загрязнения окружающей среды – это именно уголь. Там целый спектр тяжелых металлов, канцерогенных веществ. 1280. Поэтому общий тренд развития газификации промежуточно. Поэтому очень правильно. На 10 лет. Надо переходить на электрификацию. Вот, смотрите. Поэтому, когда вот говорят о цифровых насосах, 32 миллиона, я или же о тепловентиляторах, или о теплых полах, нельзя забывать, что все это за счет электричества. То есть вопрос встает электрогенерации. А забегая вперед, учитывая деградацию наших ледников, и с каждым годом маловодье будет усиливаться, то нам даже не будет хватать, честно говоря, воды для питья и полива. Особенно наши братья-соседи, Казахстан, Узбекистан, они все время вот на самом деле, конечно, 75% водных ресурсов дают лишь две республики. Кыргызстан и Таджикистан. Но часть рек утекает в силу природных условий просто туда, где-то в Китае, допустим, да. Вот, поэтому мы с этим ничего не поделаем. И нашим чиновникам надо понимать, что основная проблема будет, что воды будет все меньше. Ее будет не хватать даже для полива и питья со временем. Поэтому говорить о том, что наши электростанции нас спасут и дадут большую генерацию электричества, это заблуждение. Вообще их в советское время строили как накопительную систему, чтобы мы во время периода полива и себе брали воду, да, и снабжали Казахстан с Узбекистаном. Другой вопрос, что не мы толком не пользуемся нашими водными ресурсами, это отдельная тема, надо обсуждать. То есть мы не внедряем капельное орошение, гидропонику и так далее. Да? И наши соседи, казахи и узбеки, тоже, к сожалению, этого не делают. Очень низкого качества сельское хозяйство. Ну, допустим, из 40 миллионов населения Узбекистана примерно 3-35% до сих пор заняты в сельском хозяйстве. Это как раз говорит о том, какая низкая производительность, до сих пор поливное орошение орычного типа, к чему это привело, и усиленное выращивание хлопчатника, вы все прекрасно знаете, просто высох орал. Вот, и вот как раз пылевые бури с орала оседают на наших ледниках и вызывают деградацию. Но это вот вопросы общей экологии, а мы больше говорим насчет Бишкека. Значит, как альтернатива углю, конечно, газификация, а в идеале и электрификация. Встает вопрос, где мы достанем электричество. Уже этот вопрос наши, кстати, государственные структуры уже обсуждали. И вроде бы я слышал, но не могу утверждать, что даже был какой-то меморандум или протокол намерений с Росатомом, что установить у нас здесь атомную электростанцию. Если бы в идеале мы поставили бы хотя бы одну такую атомную электростанцию в районе Харабалты, там, где был горнообогатительный комбинат, да, и второй где-нибудь в районе, ну, Кызылкии, скажем, туда же уже две эти, значит, атомные электростанции снабжали бы достаточным количеством электроэнергии, по крайней мере, Чужскую, Ужскую. Себестоимость какая будет электроэнергии? Значит, что? Себестоимость 1 киловатт-часа. Сколько? Это будет дешевле, чем... Не сколько. Сколько? Конкретно. Я вам конкретные цифры сейчас не назову. Не конкретно вы говорите. Росатома разговаривать, а не со мной, понимаете? Вот. Но смысл-то очень простой. Значит, это не такие электростанции атомного типа, которые хотят строить в Казахстане и Узбекистане. То есть это полный цикл, такая вот стационарная станция, она действительно очень много денег отнимет. Росатом предложил совсем другой выход. Ставить легкие передвижные закрытого типа, так называемые малые АЭС, которые они устанавливают на атомные ледоколы. И они, уверяю вас, дешевле. Там нужна только фундамент, охрана и все. Энное количество времени такая станция работает, это не день, не два и не год, это несколько десятков лет. Потом ее просто в сборе забирают на станцию, новую ставят. Поэтому на будущее вот вы, как специалист в этой области, можете с представителями Росатома обсудить, во сколько это обойдется. Но это будет гораздо дешевле, чем ставить, допустим, атомную электростанцию где-нибудь в той же Турции и так далее. Это будет гораздо дешевле. Привезли, поставили, потом увезли, это правильно, конечно. Вот. То есть это я даю как предложение вам на будущее, потому что все равно вопрос о электрогенерации
все равно встанет. Я прошу прощения, регламент. Да, я сейчас закончу. Вот. Вторая причина – транспорт. Опять же, или мы, как Сталин делал, должны целыми кварталами сносить дома и делать широкие проспекты, да? Или же мы должны уменьшить, значит, количество транспорта. Очень правильное предложение, вот монорельса. Наземная монорельса, хотя бы вот север-юг и юг-восток, это восток-запад, очень бы разгрузили нас. Вот. Это одна проблема. Потом, конечно, 400 тысяч автотранспорта частного, это очень много. Тем более они все время стоят вдоль дороги. И машины вынуждены идти вот гуськом, что называется. Вот потом будем с шумом бороться. Проблему паркингов, наземных, многоэтажных, подземных, но это вот как раз вопрос для мэрии. Вот. И, значит, что еще можно сказать? Конечно же, очень важный вопрос, который должен держать как бы на прицеле и Джорку, Кенеши, мэрии, да, вообще, естественно, это беспорядочная застройка высотками. Мы нарушили розу ветров. Вот, но эксперты лучше расскажут. Вот, но вообще город фронт застроили военные русские инженеры и старались как раз, почему вот эта прямоугольная стена, потому что вечером все время с гор шел бриз и, так сказать, продувал город, да. А днем шли ветра или с востока на запад, или с запада на восток. Другой вопрос, что там появился тепловой экран, часть остается, оседает, это уже вопрос как бы вторичный. Первичный, что мы сделали сами себе вот, газовую камеру, которая не продувается. Вот вкратце, что я хотел сказать. И последнее предложение на будущее. Это было бы идеально, если бы, конечно, нас держали полностью, Рустам, содержали на грантах. Но для этого надо предложить какой-то очень смелый, вот как Азамат сказал, пилотный проект. Я вам могу его предложить. Значит, смотрите, сейчас вот все больше вопросов с теми же электроаккумуляторами, как мы их будем утилизовать. Да? И вообще, что делать с мусором, нужен мусороперерабатывающий завод в будущем для Бишкека. Но, смотрите, у нас целый будет каскад электростанций на том же Нарыне. Есть смысл прямо там, рядом, строить электролизные станции, потому что электролиз, то есть разложение воды на водород и кислород, это дело очень энергоемкое, требующее электричества. А здесь как раз идет генерация электричества за счет гидроэлектростанций. Рядом мы ставим мощные электролизные станции. Они начинают производить водород. И мы строим водородопроводы, и начинаем это еще и соседям продавать. Это просто, ну, у меня как бы мысли как бы на будущее, да? И тогда под этот такой проект, под производство водорода, это будущее, водородный двигатель, тогда мы вообще бы решили проблему загрязнения общественного транспорта. Если бы мы начали генерировать водород за счет того, что у нас просто есть реки горные и электростанции, то вот под это, под такие пилотные проекты, мы, может быть, получили бы и гранты международных экологических организаций. Да. Все, спасибо за внимание. Хранение, транспортировка не решена. Если бы это было решено. Мы говорим о земных проблемах. Сейчас практически. Нет, это тоже надо. Давайте мы сейчас... Я прошу прощения, мэрия хотела ролик показать, но поскольку у нас не так, мы покажем обязательно, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, я хочу сказать, что вот все вот эти наши добрые начинания в республике, уже 30 лет, да? 30 лет, они у нас имеют очень большой минус. Этот минус с чем связан? Это связано с очень низким аналитическим сопровождением. У нас такое впечатление, что у нас ни правительственный сектор, ни неправительственный сектор у нас не понимает, что творится вообще в мире, какие вызовы у нас стоят непосредственно перед нашим регионом. Вы почитайте, вот, ведущие аналитические структуры о чем говорят. Наш регион, Средняя Азия, мы вошли уже, мы не подошли, а мы уже вошли в период маловодья, мы вошли в период засухи. У нас уровень воды падает, у нас ледники уходят, линия ледников. У нас, значит, большие проблемы связаны именно с вопросом водопользования, вот о чем вот мой коллега потом расскажет. И о чем я хочу сказать. Вот Махпеке, он правильно говорит насчет атомной электростанции. Ведь по линии МАГАТЭ российские вот эти малые атомные станции, они признаны сейчас самыми безопасными в мире. Почему нам нельзя воспользоваться этой возможностью? Во-первых. Во-вторых, значит, вот, когда говорят об угле, вы знаете, что в прошлом году
Значит, крупнейшие угольные компании Германии, они расконсервировали на Рейне свои угольные месторождения. Они опять начали добывать уголь. То же самое происходит в Англии. А мы сейчас думаем там о каких-то левых вещах, не посторонних. Да я извиняюсь, но вот эта тема тепловых насосов, она в Европе, в Евросоюзе, она признана заведомо, так сказать, неправильно. Потому что при минус 5 градусах тепловой насос перестает работать. У нас в декабре было минус 20. О чем мы вообще говорим? Куда денется по результате? Во-вторых, дальше, смотрите, даже опыт Германии о чем говорит? Угольные выбросы. Что такое дым? Эти выбросы, самый большой загрязнитель, это частицы несгоревшего угля. Как с ними немцы боролись? Они просто сделали дополнительные камеры в котлах. Да, котел становится дороже, больше металла уходит и так далее. Но этот котел длительного горения, он позволяет решить проблему экологии сразу на месте. Выходит белый дым, эффект белого бесцветного дыма. Эти котлы продаются, они дороже. Их позволяют только люди, которые могут купить его, он стоит в районе $1000. Но вот сразу вопрос возникает, вот чем эти миллионы долларов тратить на непонятно опять замеры воздуха, непонятно эти. Ребята, давайте как в Монголии поступим. Это, когда Советский Союз разрушался, у них была программа. У них был девиз в каждую юрту по котлу. И они вот эти котлы каждому группу в семье бесплатно давались. Почему мы не можем воспользоваться этим опытом? Мы и не монголы, конечно, и мы не Евросоюз. У нас золотая середина. Значит, эти миллионы долларов давайте мы направим на поддержку малообеспеченных семей, которые не могут купить эти котлы. Вы посмотрите, вот эти вот, если сделать замеры в самых таких престижных наших районах, где стоят фешенебельные наши коттеджи, там же как раз мы видим эффект этого бесцветного дыма, потому что там хозяева поставили себе хорошие котлы. Именно вот эти вот российские, там, завезенные с Европы, они полностью, у них КПД высокое, они любой уголь сжигают. Там даже не вопрос, каракечер, не каракечер, любой уголь там горит, и там бесцветный дым выходит. О чем вообще речь? Надо же как-то думать, эти практически вещи продумать. Давайте каждую семью обеспечим такими котлами. И мы избавимся уже от второго вот этого большого фактора, о чем было показано вот на слайдах. Во-вторых, вот здесь было сказано про транспорт. Я не провидец, но как человек с этим стажем работы в органах безопасности, я скажу, следующая волна наших уголовных дел в республике пойдет по факту закупок вот этих вот автобусов за рубежом. Смотрите, далеко не ходить не надо, открывайте интернет, технические характеристики автобусов на газе и на водороде, о том Беккер сказал, уже работают, функционируют в Беларуси и в России. Уже Евросоюз, несмотря на санкции, хочет закупить эти автобусы. Почему мы упорно покупаем китайскую продукцию, которая у них КПД меньше, запас эксплуатации меньше? Ну, надо же думать немножко над этими вещами. А узбекские То же самое, да. Значит, вот эти электромобили, мы говорим, ой, хорошо. Да, это сейчас хорошо. Но буквально через 4-5 лет мы столкнемся с той темой, которую сейчас Китай уже прошел. У них огромные площади забиты этим хламом, электромобилями. Потому что нельзя не утилизировать ни саму машину, не могут они, ни эти батареи электрические, понимаете? И у нас вот эти вот наши старые машины с двигателем внутреннего сгорания, куда они уходят? Они уже уходят у нас как раз в Узбекистан, Таджикистан, старые машины. Потом они окончательную смерть находят в Афганистане, знаете об этом? А вот эти электромобили, они никуда от нас не уйдут, они у нас здесь останутся мертвым грузом. Об этом надо думать. Про станции рассказал, а теперь смотрите, мы очень распиарили вот это, наши ветровые станции там, и так далее, альтернативную энергетику. Но опять же, уважаемые товарищи, Евросоюз отказался от всего этого. Я же говорю, они опять расконсервировали свои угольные шахты. Потому что вот эти все ветровые станции, прочее, на солнечной энергии, они, во-первых, дорогостоящие, они кучу денег уходят, а потом у них КПД гораздо ниже. Потому что уголь это есть уголь. Ты его сжег, ты получил реальное тепло. А там ждать, когда ветер подует, когда солнце из-за туч выглянет. Ну, ребят, о чем мы говорим вообще? Это же темы прошли уже, надо смотреть на мировой опыт. А мы как дети малые. Такое ощущение, что вся страна в анабиозе находится. Одни кричат про плохой воздух, другие кричат про машины, которые загрязняют, а на самом деле мы конкретно ничего не делаем. Поэтому вот то, что мы говорим, давайте мы сегодня подведем итог вот к этому. Надо срочно поднимать вопрос о закупке малоимущих населения, для малоимущего населения. Это, понимаете, экологический вопрос у нас переходит в социальный вопрос. Вы знаете, что 2 года назад были массовые волнения в Ташкенте? Об этом мало кто говорит. Но узбеки вынуждены были ввести войска в Ташкент, в столицу.
Потому что, когда мы будем минус 20 градусов, целую неделю стало минус 20 градусов, как народ замерзал. Мы чего ждем? Потом второй момент. Вот это, смотрите, что в России творится, и в Казахстане особенно. Старая инфраструктура, трубы лопаются советские, не выдерживают морозов. А мы дошли уже в этот период. Вы замечаете, что у нас в этот период, когда сильный мороз быстро, у нас было вот в декабре 20 плюс 20 было, через неделю у нас стало минус 20. И у нас эти процессы, они будут учащаться. Об этом пишут ведущие, вот, опять же, не буду повторять, аналитический центр мировые. Поэтому срочно нам нужно принимать меры именно исходя из социальной перспективы, из политической безопасности, внутренней нашей безопасности. Я прошу прощения. Спасибо. Да, пожалуйста. Я хочу предоставить слово для ответа. Я благодарю за столь такой активный комментарий. Я по нескольким позициям пройдусь. Вот опыт Монголии действительно он есть, но когда мэр Улан-Батора был в Бишкеке в прошлом году, тогда он сказал: у вас хорошо. Почему? Потому что у вас есть альтернатива, вы можете пользоваться газом или другими продуктами. То есть у них не было выбора, поэтому они идут именно по угольному пути. То есть в том числе, конечно, обогащение угля. Это я комментирую и цитирую именно мэра города Улан-Батор. По вопросу, конечно же, обогащения, да, мы этот фактор тоже изучаем. Это вот Асил Хадрджан нам тоже подтвердит. В межветкомиссии есть отдельная задача, которая инициирована была именно этой комиссией, где я являюсь зампредседателем, по развитию именно обогащения угля на Харагичинском месторождении. Это мероприятие тоже присутствует, и оно имеет место. И в данном направлении Министерство энергетики тоже дает информацию на нашей межветкомиссии о том, что ведутся активные работы с инвестором и, конечно, проведением работ по развитию данного проекта. По вопросу, конечно же, тепловых насосов, я еще раз говорю, то, что в прошлом году мы GIZ инициировали данный вопрос. На сегодняшний день 120 домов отапливается именно по этой системе. Насчет то, что расконсервировала Европа свои угольные шахты, потому что, как вам известно, Россия, просто они отключались от российского газа. Поэтому им нужно было эти угольные шахты расконсервировать. То есть у них нужно иметь тепловую альтернативу. Но, слава Аллаху, у нас все пока мирно, все хорошо, пусть она будет так, и мы будем по мирному пути, более по эффективному направлять наши ресурсы. Насчет потребления электричества, да, вы правы, это требует, тепловой насос требует дополнительной, в любом случае, энергии от электричества, но я хочу вам одну статистику рассказать. Вот на сегодняшний день Калыс-Орда, такой же массив в городе нашем, и там нету газа, и люди пользуются практически все либо углем и частично электричеством. Многие все дома там находятся на угле. Все жилмассивы, которые у нас отапливаются углем, все равно увеличивается в зимние периоды именно потребление электроэнергии параллельно. К примеру, если летом потребление этих жилмассивов электричества составляет порядка в месяц, к примеру, 140 мегаватт, то в зимний период времени данное количество увеличивается в 360 мегаватт. Это я один жилмассив вам говорил, где практически троекратное увеличение потребления электроэнергии, потому что в любом случае, когда человек углем пользуется, он оставляет обогреватели, как практика показала, именно как бы дополнительный источник, чтобы была стабильная, как говорится, температура дома. Но плюсы именно тепловых насосов, то что один тепловой насос в доме, где я лично вот минус 24 градуса, уже в 2022 году был. Именно я специально лично посещал один дом, где именно в холодную температуру, где было, можно даже сегодня съездить, посмотреть именно этот дом, где именно было половое отопление, где работал тепловой насос, 2,1 киловатт потребления на тепло, 2,1 киловатт, это один обогреватель
это меньше чайника, который 3 киловатта сжигает, чтобы вскипятить воду. И 2,1 киловатт на весь дом он отапливает температуру, и дома температура составляла 21 градус. А если свет отключат? Но это уже, как говорится, могут, эта проблема присутствует, но видите, здесь уже как свет отключит, у него дома стоял старый котел угольный, старый котел. Ну, то есть уголь будет жечь в любом случае? Но если света не будет, у нас электричество, в любом случае, у нас, я могу сказать, то, что и насосные станции у нас работают. В любом случае электричество, оно должно присутствовать, и, как говорится, альтернатива можно присутствовать, она должна присутствовать. И на сегодняшний день газификация города, она идет активным образом. И мы должны, как основные, два основных продукта развивать, это все равно, это система через электричество и система газификации. И это основные наши направления, которые должны именно экологический порядок рассматривать. Извините, можно будет вам еще раз вопрос задать? Вы насчет стимулирования сказали, чтобы люди пересели на общественный транспорт. У нас в городе, вы сами сказали, 400 тысяч автотранспорта бегает. Вот. Все-таки вы, как бы, мне кажется, более решительные меры должны, потому что в комплексе смог, он всегда будет оставаться. Вот мы прекрасно знаем, что надо перенимать те опыты, которые были во Фрунзе. Всегда город был чистым. Почему? Не только из-за транспорта, а потому что город чистили. Вот. Я была удивлена, когда вот в некоторых городах, оказывается, 2 раза моют, да? Но я помню, что в советское время 1 раз точно мыли. Вот я жила все время напротив Джугур-Кенеша, там все время утром в 6 часов проходила эта машина. Сейчас я вообще не вижу этих машин. А зимой вот этих транспортов, которые чистят, тоже нету. Может быть, все-таки надо вкладывать вот такой транспорт, это первое. Второе, я вот 20 лет назад в Китае была удивлена, что даже в провинциальных городах ограничивает количество транспорта такси. То есть государство посчитало, если в городе 1 миллион жителей, там, то есть 1500 такси должно действовать. Во-первых, эти таксисты больше зарабатывают. Этим таксистам выделяют эти машины в кредит на 10 лет. И только эти такси таксуют. А у нас сейчас почему 400 тысяч? Потому что из Нарына приехали таксисты у нас в городе, работают с других областей. Я вот сколько раз садилась в такси, все, даже город не знают, но все таксуют здесь, в городе. Может быть, вопросы какие-то надо решать в этом плане, что не только стимулировать, ограничивать. А вот я хотела бы сказать, что в городе, во-первых, должны ездить машины лицензированные такси. Второе, то, чтобы действительно частного транспорта, который в город заедет, это налоги, которые поставить, да? Все-таки вы же местная власть, все-таки защищать нужно горожан, здоровье горожан. Понимаете, да, сейчас уже внезапные смерти во время смога увеличиваются. Только сейчас ученые обнаружили, что действительно этой смерти, благодаря вот тем частицам, которые попадают в кровь, свинец, скорее всего, да, люди умирают, внезапные смерти увеличились. Да, вот. Я бы хотела именно, что вопрос транспорта все-таки надо как-то более решительно. Вот в Иране вообще, когда ставили, во все стороны ставят, как у нас. С этой стороны машина стоит и с этой стороны. А там просто ночью армию пригласили, они разбили все стекла и прекратили они ставить машины. Да? Ну, в общем, как-то вот более решительно хотелось бы, чтобы со стороны мэрии в защиту нашего города работали. Мое предложение, да. Спасибо. Очень такие решительные меры действительно присутствуют. Конечно, нет, мы поддержим, да? Не собираемся бить стекла. Но я отвечу на несколько комментариев. Смотрите, насчет такси, вы правы. В этот процесс, обратно же я скажу, в прошлом году, в апреле месяце, мы межветкомиссия инициировала данный вопрос, мы направили в МВД. МВД на сегодняшний день вносит документ о лицензировании такси. Без лицензирования, к сожалению, как бы ограничивать данную деятельность тоже мэрия как бы своих компетенций тоже не может. Предлагать можно. Мы данные вопросы инициировали, и сегодня Министерство внутренних дел данный вопрос уже как документ лицензирования данного вида деятельности уже ввело. И техосмотр тоже мы инициировали, тоже система Министерства внутренних дел этот вопрос тоже вносит по
именно лицензированию, к сожалению, они Тёлкин возвратил данный документ, сейчас обратно будут вносить. Данный вопрос тоже мы рассматриваем, и в связи с этим мэрия города инициировала даже развитие именно электротакси, то есть зеленых такси. На сегодняшний день по данному проекту совместно с мэрией уже запущено 100 машин, именно электротакси, с целью того, чтобы показать то, что есть альтернативы, есть более эффективные решения. По, конечно же, ограничению транспорта тут тоже есть очень такое, мы должны выдерживать определенный тоже как бы баланс, потому что просто запретить машину тоже ездить мы не можем. Это и противоречит и Конституции на сегодняшний день, поэтому мы будем работать именно в направлении, как говорится, мягкой силы. Мягкой силы, в связи с этим мы и ввели, как говорится, общественно выделенные полосы специально для этого, чтобы развивать именно более благоприятные условия для населения, чтобы возможность именно ездить именно общественным транспортом более комфортно, чтобы он сам выбирал. Ну и мы в дальнейшем собираемся развивать именно проблему парковок, соответственно, это тоже будет как бы параллельно влиять и на развитие, как говорится, общественного транспорта. Здесь я могу, здесь я даже комментировать не буду. Невозможно, как говорится, есть сертификация, есть четкие, как говорится, законодательством утвержденные мероприятия, которым оно было проведено, и здесь говорить, это плохое, это хорошее, тоже неправильно. Спасибо. Еще раз, кратко, да, кратко. Вот послушав, да, конечно, мэрия, значит, государственные органы, да, пытаются оперировать теми инструментами, которые у них сегодня есть. Мы просто находимся в другой системе, да, финансово-экономической, так называемая зеленая энергетика, там, и так далее, да. Но вопрос, значит, причина смога, экологии города Бишкека и Чуйской долины, это не уголь, не автомобили. Автомобили это с двигателем внутреннего сгорания, это они источники, да. Но во всем мире есть автомобили с внутренним сгоранием, и во всем мире, значит, используют уголь. Вопрос стоит в том, низкое социально-экономическое положение страны. Вот самая главная причина. Никто не сможет заставить прекратить жечь уголь, да, нашему населению, потому что уголь сегодня самый дешевый энергоресурс. Да, я согласен, нужно переходить на электроотопление, электропищеприготовление, горячую воду там и так далее. Но электричество же, вы же как кабинет министров, параллельно же идет, сейчас я скажу, можно? Суть в чем заключается? Кабинет министров идет по зеленому коридору, так называемому, зеленому, розовому, да? Неэффективность, о котором Нурлан сказал, неэффективность ветровых солнечных электростанций, дороговизна себестоимости выше 5 сомов, да? Гидроэлектростанции тоже, себестоимость на гидроэлектростанциях, вот средних и малых электростанциях, которые строятся, себестоимость тоже очень низкая. Зимой у нас потребление растет, зимой они не дают то количество электрической мощности. Поэтому нужно, это как бы не линейное решение, да, тут не помогут, линейные решения не помогут, комплексное, системное решение государства в лице правительства. Мы должны обеспечить, предоставить экономике и населению государства дешевую электроэнергию. Как ни парадоксально не звучало бы, да, решением может стать угольная электростанция. Себестоимость угольной электростанции на месте в 4 раза дешевле, чем на Бишкекской ТЭС, потому что на Бишкек мы возим. Это раз. Второе. Там проходит, на Карагиче, да, там проходит линия электропередач 500 киловольтная, рядом, 500 метрах. По новым технологиям 1200 мегаватт строится в течение 3-4 лет. Мы обеспечим всю страну, экономику населения дешевой электроэнергией в 1 сом. Себестоимость 1 сом, к
кришую ее с 18 сомами или 18 тыинами или 20 тыинами себестоимость на Каскаде Токтагульский газ, мы спокойно, с прибылью, с доходами, государство может обеспечить экономику и население на многие годы вперед дешевой электроэнергии. Вот о чем речь идет. А так получается так, делить население нельзя. Все приезжают в город, потому что экономика у нас такая, все здесь работают, им нужно здесь добывать какие-то деньги. На автомобильных транспортах таксуют, за товаром приезжают там и так далее. Параллельно город. Мы говорим, да, очень много автотранспорта. Ну почему тогда мы говорили, вот основной докладчик говорил об этом, о инверсии температуры. Почему строится? Сейчас правительство планирует построить, расширить город и в южной части города построить самые высокие здания в стране, да? Вот. То есть Росэлектрон опять нарушается. То есть получается, как и лебедь, рак и щука, да? Одни одно делают, тут вроде бы это просто осваивание денег. Ребята, это просто осваивание кредитных ресурсов. И она фундаментально в корне вопрос не решит. И мы 30 лет еще будем вот так сидеть, да? Ситуация будет еще хуже и хуже становиться. Разгружать надо Чуйскую, не только Бишкек, а Чуйскую зону. Разгружать надо. Все, спасибо. Анар, вам слово, пожалуйста. Вице-мэр ушел, могут представители хотела ему вопрос задать. Я поднимал руку еще полчаса назад. Вы мне дали последнюю очередь. Кому я тебе задам свой вопрос? Вам, Игорь? Вы передадите потом? Нет, горький лес рядом, они передадут. Там вообще, я состояла в комитете по вопросам смога, да, по решению проблемы смога. Он был создан в прошлом году, 4 комитета создавала мэрия. Я в 2 из них воткнулась, но почему-то информации об этом нет, не знаю, идет ли работа, не идет. И там был озвучен вопрос такой, что экологический уголь будет запрещен вообще использование в городе Бишкек, именно в городе Бишкек. Ну, за исключением, видимо, ТЭЦ. Да? ТЭЦ у нас же вообще отдельный, обособленный другой объект, который использует большое его количество. Да? Но то, что вот вице-мэр озвучил, что 450 тонн, там же стоит 300 миллионов долларов. Это почти половина, да, уже как бы используется камень, это хорошо. Коллеги, я хочу заострить ваше внимание, да, можно было вот сказали же, что уголь как бы самый дешевый, да, он оказывается не дешевый сейчас, да, он такой же, как и газ. Как газ? Газ сколько стоит? Вот природный газ сколько стоит? Скажите. Нет, тонна природного газа стоит $200. Я комментирую. $200. Уголь стоит $50. 4000 килокалорий. 7500. Значит, два раза $100 будет стоить уголь, 8000 килокалорий. А газ получается... Давайте я расскажу. Не, вы хотя бы цифрами оперируете, обычными, простыми какими-нибудь. С этими цифрами, просто... которые только что были озвучены. 7500 газ. Это в месяц. 7200 уголь. Коллеги, я делала исследования по изменению климата, по регионах, я ездила, и вот, допустим, в Бакине, вот местный уголь, сулутинский, да, они прям с гордостью мне рассказывали, что он за пределы страны, вот узбекам продается таджикам по 18 тысяч за тонну, а им установили фиксированную, по-моему, 11 тысяч. И они рады этому, да, что у них уголь не такой дорогой, как на импорт, да. Так, а где газ взять-то? Скажите, газ где взять? Мы с Узбекистана приводим. При оплате получается одинаково. Да, и я хочу, также, согласно исследованию, да, от угля это очень большие выбросы. Вот Нурлан Мурза, вот я с удовольствием вас послушала, тоже хотела прокомментировать то, что вот совершенно верно вам апеллировал Джергалбек Мурза, да, что действительно они, может быть, и там распечатывают свои угольные месторождения только потому, что они пытаются таким образом как бы побольнее как бы отказаться от российского самого газа. А экология? Если мы, вот именно, вот речь идет об экологии, ребята, вот мы делали исследования в части именно вот выбросов
угля, от сжигания бензина, дизельного топлива, да, но выбросы колоссальные, коллеги. Вот как верно сказали, мы действительно в газовой камере живем. И сейчас хотим сказать, также по статистике, Европа как раз тратит бешеные деньги на эти зеленые технологии и не жалеют их. Они его используют. Если они идиоты, почему мы должны этим пользоваться? Да, это политика просто. Если мы можем использовать в нижних регионах нашего Бишкека, мы можем использовать как раз вот эти теплонасосы. Кстати, наша местная отечественная компания Трикона, они разработали свою собственную систему, которая в 20 раз дешевле, чем в самой же Европе, да? По сути, если мы можем использовать, так почему нет, ребята? Вот не надо вырубать, рубить на корню. Если мэрия планирует такие вещи и даются какие-то деньги, и мы можем таким образом решить свои проблемы и как-то дыхать, не боясь, не опасаясь, что мы завтра можем, извините, мы же здесь с вами не ругаться пришли, мы озвучиваем каждое свое мнение, да? И вы берете те, которые вам приемлемы. Я говорю то, что для нас приемлемо, для меня лично как эколога или как гражданина и как жителя Бишкека. АЭС, части АЭС, почему мы, Зеленый альянс, это обосновывает тем, что мы очень сейсмоопасная зона, да? Кыргызстан, по сути, может, у нас есть риск землетрясений до 9,5 баллов по шкале Рихтера. Вот в том-то и дело, что японцы в этом плане чуть-чуть пострадали, потому что тоже... Нет, в принципе, вы знаете, мы можем говорить с вами свои хотелки, что против, за, да, кто нас спрашивает-то, по большому-то счету? Если государство решило, да, они построят независимо от того, что мы... Если можно, да, общество во всем. Да. Кстати, насчет техосмотра, коллеги. Техосмотр, да, нужен, но техосмотр нельзя отдавать государству, его нужно отдать на аутсорс. Мне кажется, тогда будет Спасибо. Спасибо. Я хочу сейчас слово предоставить Нурлану Шишееву, он представляет Минприроду. Терпеливо слушал, но у вас, я думаю, что уже есть что сказать и по тем комментариям, которые здесь звучали. Пожалуйста. И рекомендации, краткосрочные планы можно, да? Добрый день, коллеги. Да, много было сказано, я просто хочу вкратце обозначить то, что на сегодняшний день в рамках межкомиссии, которая была отмечена, где участвует Министерство ведомств, да? В принципе, компетентные люди, были обозначены причины и пути решения на начало года, весной прошлого года. И поначалу в план мероприятий было введено с более 40 пунктов, из них потом сократили. И на сегодняшний день тенденция того, что уже, в принципе, многие пункты уже исполнены. И я не буду повторяться, то, что было сделано в рамках межкомиссии, просто вот сейчас то, что особо отмечали по этим пунктам проекту, относительно роста ветров, в рамках межкомиссии в план включено ввести мораторий на строительство руслу рек, это две реки,
Насаларча и Аламединка. На сегодняшний день этот вопрос на стадии того, что сведения Минсельхоза переходят в ведение мэрии и будет введен мораторий. Потом есть положение 271 по охране водоохранных полос и зон водных объектов Кыргызской Республики. Он был в 1995 году принят. Минприроды ввело изменения, туда инициировало. До этого водоохранные полосы определялись органами местного управления и закреплялись местным кеңешем. Да? На сегодняшний день Минприродой проведена определенная работа с заинтересованными лицами всеми, куда входила также архитектура. И мы передали свое видение, то есть определили 15 метров по водным объектам и 25 метров по прудам. Да? И на сегодняшний день мы уже передали, чтобы это включили в план, генплан. Также, чтобы эта водоохранная полоса включала велосипедную дорожку, ну и социальные такие объекты, исключающие строительство. Теперь ТЭЦ, да, обогащение. Сегодня кто-то сказал, что основная причина ТЭЦ, одна из основных причин, уже проведены исследования международными организациями, где было определено, что ТЭЦ загрязняет атмосферный воздух до 5%, ну, именно Бишкек. Если взять соотношение, что Чувская область потребляет 1 800 000 тонн угля, 1,5 миллиона приходится на долю ТЭЦ. Из них 550 000 было запланировано взять импортный уголь, 450 завезено, чтобы вы понимали, ТЭЦ. Для понятия, каменный уголь он снижает, например, с 1000 тонн, в отличие от Карагачинского, на 4,2 тонны выбросов. Ну, это вот цифрами, чтобы. И также относительно зеленых программ, да, во всем мире сейчас тенденция того, что все взялись за обмен зеленых программ на финансирование. Например, у нас есть программа, да, такая, мы хотим обменять внешний долг, например, на зеленые программы. Но для того, чтобы эта программа пошла и была в будущем, мы должны определенные обязательства исполнять. То есть мы являемся, конвенции есть определенные, и поэтому я к тому, что необходимо обновить анализ качества воздуха. У нас приборы сегодня было обозначено, у нас в Кыргызстане 18 поставщиков, которые определяют качество воздуха. Из них 2 государственные, это метеорология при МЧС и американское посольство. Вот более достоверно, кто дает информацию, потом Мувгрин. А остальные, есть 4 неправительственных, среди них Мувгрин, и остальные есть частные, просто это конституционное право каждого, каждый имеет право поставить прибор, но качество поставки информации этого прибора у нас, например, вызывает сомнения. Поэтому погрешность до 40% идет. Сегодня же было озвучено то, что мы, показывая 300-400, выезжаем на место, а там стоит тандыр. Или кто-то что-то ждет бумажку. Да? Поэтому необходимо иметь хорошие приборы. Обязательно, чтобы мы знали и вовремя реагировали. Это раз. Относительно, вот сегодня был затронут вопрос, что стоянки, да, хаотичные стоянки у нас. В этом отношении мы тоже работаем, межветкомиссия. Как вы сами видите, устанавливаются знаки, велосипедные дорожки, но несмотря на это, сознание наших горожан не дошло до того уровня, что здоровье населения выше, интересы частной зоны комфорта для них выше. То есть ставить машину, зашел домой или на работу, вечером уехал, поставил на другое место. В этом отношении мы активно работаем
с МВД, УПСМ, производится эвакуация. Просто не хватает, чтобы вы понимали, эвакуаторов, потому что они частные. Если, ну, чтобы цифры вам сказать, это 5316 авто было эвакуировано вот прошлый год, и все равно не успевают. Потом, вот, например, здесь у меня список, это уже то, что Минприрода сделала, 82 субъекта, вот основные, да, вот здесь, которые сильно загрязняли, это, например, там Фрунзе, металлургический завод, знаете, да? И вот из них 82 субъекта было проверено. Это период, как вы все знаете, Минприрода получила разрешение на проверки где-то в октябре месяце. До этого мы были связаны по рукам, но не могли принимать меры. На сегодняшний день мы принимаем меры, штрафуем. И вот из 82 субъектов предпринимательства, которые загрязняли атмосферный воздух, я сам видел, это сауны. Например, взять сауну Викинг, да, Гоголя Бакумбаева. Там было у них 3 кочегарки, и они безбожно дымели. На сегодняшний день вот одна из них закрыта. Не будем скрывать, что на первой проверке не закрыли ее. Мы инициировали вторую проверку, то есть были приняты меры в отношении своих же наших инспекторов, которые неправильно проверяли, и на сегодняшний день все закрыто. И, в принципе, можно бороться со смогом. Вот 82 субъекта, которые уже закрыты, в смысле приняты меры, из них 12 закрыты. Приостановлена деятельность, взять 14 даже кирпичных заводов. Помните, на верхней зоне они прям шлейф шел от них. Они тоже, деятельность у них приостановлена. Вот сегодня только что мне СМС пришло, Канский шиферный завод. Поехали ребята, мы буквально прямо под контроль взяли. На прошлой неделе по заявлению нам Минэконом было отказано, ссылаясь на мораторий. Мы лично Минприроды, мы проехали туда, объяснили, что тогда боритесь со смогом сами. Предписание на проверку дали, вот только мне СМС пришло, что деятельность приостановлена. Ну, вот в таком плане, да. Спасибо большое. Да, еще бы хотел остановиться, вот мониторинг воздуха. У нас есть департамент экологического мониторинга, у нас есть плановые проверки, месячные и квартальные. Буквально вчера мы провели мониторинг на Пескешском санитарном полигоне, не на самом, а вокруг, где жилые массивы. И следует отметить, что выбросы в 9 раз снизились. В прошлом году в это время в январе было 9 раз выше, на этот раз в 1 раз. Но один это может быть и автомобильный выброс. А можно вопрос? Вот на самом деле в этом году смога мало, я по себе вот меньше кашляю, в жизни не кашляла. Это план мероприятий правительства или все-таки погода теплая? Вот честно, просто скажите, я запуталась, потому что вы не первая, это вопрос. Минприроды, мэрия, на самом деле, вот мы услышали какие-то конкретные шаги, ну такие небольшие, но мне просто вот как у горожанина вопрос. Это план мероприятий правительства или это все-таки погода? Я вам для понятия, Ахлбек Усенбекович весной, в апреле 2023 года дал конкретное задание создать межведомственную комиссию, где возглавил председательствует Минприроды в лице министра и зам Джигалбек Шамбали, потому что у мэрии есть определенный опыт до этого, они были в этой комиссии. И я же объясню, что 11 министерств и ведомств, там люди компетентные, и не с улицы были, все, там и та же МЧС, который мониторит воздух, был составлен план в рамках межведкомиссии. И то есть проблема пути решения. И на сегодняшний день статус у многих пунктов решен уже, потому что также была поставлена газификация, например, руководство страны нам конкретно поставило задачу перевести ТЭЦ на газ. В рамках межведкомиссии был этот вопрос поставлен. Этот вопрос требовал 5 миллиардов сом.
Но, в принципе, средства, сказали, есть, найдем. Если ТЭЦ загрязняет воздух, то средства найдем. Но вопрос был в чем? В том, что «Газпром» засомневался, что на период осенне-зимнего периода сможет поставить необходимый объем газа. В связи с этим этот вопрос не снят, он перенесен на долгосрочный, среднесрочный, а как краткосрочный мы принимаем те альтернативные меры, которые сегодня происходят. Всего 5% от слова. У меня просто вопрос. Это или погода, Божий дар в этом году, или все-таки план мероприятий, потому что мы в итоге нашего круглого стола, подождите, нашего круглого стола мы должны принять какие-то решения, ведь Азамат сидит, он близок к кабинету министров и к донорам, да? Вы здесь сидите, вот многие большие депутаты, вот просто нам... Вы не переживайте, мы материалы подготовим, направим. Я просто ответственно заявляю, что погода, да, Небесная канцелярия нас поддерживает в этом году, но мы мониторили, что в прошлом году идентичные дни с идентичными температурами было хуже в разы, десятки. Возьмите один БСП, да, Бишкекский санитарный полигон, 70 гектаров, из них 40 горело. Отходы какие-то, мы же не знаем, пластик или что было. Дело доходило до того, что с аэропорта Манас звонили, когда ветер шел в северо-западном направлении, что есть риск для посадки и взлета самолетов. На сегодняшний день этот вопрос отпал. Соответственно, лично мое мнение, что Бишкекский санитарный полигон до 20% давал смога. Те же вот эти кирпичные заводы возьмем, да? Те же бусики в день исключают 100 тонн дизельного топлива. Так что я могу здесь ответственно заявить, что не только погода играет роль. Спасибо. Пожалуйста, Евгения Григорьевна, вам поможет. Очередная была. Включился? Да. Ну, может быть, хорошо, что уже мало народу, не знаю, правда, для кого хорошо, но, может быть, я сейчас свяжу несвязуемое, но, естественно, в экологии, в зеленой повестке проблемы существуют, и они большие, конечно, но, с другой стороны, это такая же политика и такой же вопрос продвижения и давление, как ЛГБТ-повестка. Это то же самое зеленая повестка. Потому что вот благодаря тому, что каким-то проками ошибок и всего, то все, что не нужно на Западе стало, сейчас технично, да еще под льготный кредит отправляют к нам в страну. Вот. Я даже комментировать не буду выступление Нурлана, потому что я с ним полностью согласна, и согласна еще и с Эрнестом Карбековым, потому что вот вопрос, раньше было меньше этажных домов, и больше отапливалось углем, но почему-то у нас экология не была хуже, чем сейчас. А сейчас мы отказываемся и от угля, от всего вроде бы отказываемся, но проблема, она существовала и вряд ли еще в ближайшее время изменится. Так что, когда мы какие-то решения принимаем и берем на себя ответственность в плане каких-то международных обязательств, нужно тоже быть к этому внимательным, потому что нам просто навязывают, зная наше не очень хорошее экономическое положение, как вот здесь вот сказали, нам просто навязывают то, что выгодно им, а не то, что нужно нам. И еще вот мне хотелось бы сказать, приведу пример вот по поводу навязывания. Со времен Акаева мы постоянно строим демократическое государство. И когда, будучи депутатом, по гендерному вопросу представители ООН с нами разговаривали и сказали, что хотите вы это или не хотите, но вам нужно будет пройти через, я уж не помню, как он точно сказал, я скажу так, как я это понимаю, через ЛГБТ-повестку.
Понимаете? Вот они сказали, что они нам принесли благо строить демократическую демократию, но раз вы демократию строите, извините, ЛГБТ-повестка это вот неотъемлемая часть демократии. То же самое часто и происходит с зеленой повесткой. Я понимаю, что можно этому не верить, это удобно, неудобно, выгодно, невыгодно, но на самом деле это действительно так. И еще вот по поводу такси. Я всегда с Колдан соглашаюсь, очень грамотный эксперт, но по поводу такси. Какие сволочи все-таки правительство Москвы и правительство России, что они лишают наших мигрантов и забирают возможность работать в такси, потому что им там тоже невыгодно, и их слишком очень много развезлось, таксистов наших там. Но когда мы здесь, мы говорим уже про наших людей из других регионов, что их слишком тут понаехало, и зачем нам много столько таксистов. А ведь проблема тут в том, что нашим просто негде работать. И мы, хая правительство чужой страны, мы делаем то же самое здесь, но здесь мы считаем, что мы поступаем правильно. И большинство так и соглашаются, придут на круглый стол по другому вопросу по миграции, скажут, что нет, это неправильно. Когда здесь касается зеленой повестки, это правильно. Вот давайте какую-то уже такую четкую позицию по всем отношениям иметь. Хорошо. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить ОЕРДО за эту площадку. Уже третий раз я присутствую. Это очень, считаю, такая плодотворный обмен мнением проходит каждый раз с участием ГОСов, общественных организаций, там, экспертного сообщества. И вот каждый раз я извлекаю с этих дискуссий что-то новое и новое. Я присоединяюсь ко всему, что здесь было сказано. Но, на мой взгляд, не было подчеркнуто две ключевые проблемы. Вот я более 30 лет работаю в экологии. Вот я вспоминаю, как я в 90-х годах работал в министерстве, там в Госкомприроде, потом в министерстве, потом ушел в Алмату, вот сейчас на региональном уровне работаю. И сколько помню, все время все эти проблемы обсуждаются, говорят, а проблема не решается. О чем это свидетельствует? Это говорит о плохом качестве менеджмента. Недостаточном уровне управления. А проблемы экологии, они же межсекторальные. Они все время требуют такого системного подхода. И вот даже сейчас вот создали межведомственную группу. Вот у нас там МЧС занимается, Гидромет этим занимается, МИД этим занимается. Вот сейчас отделили, опять повысили статус Центра климатического финансирования, забрали его от этого. Это что, будет свидетельствовать о проведении единой консолидированной политики? Это будет свидетельствовать о том, что дальше проблемы будут опять забалтываться. Деньги не проблема. Да, деньги не проблема. В том-то дело, что все раз на экологию вытаскиваются большие деньги, даются деньги, и все создаются под каждого конкретного чиновника. Вот это первая проблема менеджмента. Потом, второе, здесь предлагались очень хорошие технологические решения. Проблема экологии – это прежде всего технологические методы решения. Я тоже абсолютно согласен. Но сколько экспертов, столько и мнений. Кто-то говорит за АЭС, кто-то говорит против АЭС, кто-то говорит за брикетированные угли. Я в свое время тоже изучал этот вопрос, писал в том, что нам необходимо экологически, это же бурые угли, перерабатывать в газ. Вот, и как это немцы во время Второй мировой войны, они же фактически все из бурого угля получается очень высококачественный бензин. Вот, и мы могли бы за счет этого сами себя обеспечить, а не быть зависимыми. Потом отношение водородного топлива тоже. Абсолютно согласен с Бахтыбеком Сайбаевым, то, что у нас огромные ресурсы не используются в отношении именно перспективы водородного топлива. И что то, что электролизные вещи, я тоже об этом писал в своих статьях, но никто в этом не заинтересован. Это я уже абсолютно... Я даже знаю, даже среди неправительственных организаций, они вот как вцепились в одно, но не заинтересованы в том, чтобы видеть системный подход. Системный подход. А это должно быть довольно государственной системной политики, где синтез науки, качественного управления и, соответственно, финансирования. Когда есть четкая постановка проблемы, тогда выработаны четкие методы решения, только тогда
находится финансирование. У нас же, прежде всего, инвестиции, дайте кредиты, давайте под это. Сколько мы уже использовали? И вот тоже внешний долг, сейчас об этом говорю. Я сам этот процесс в 90-х годах инициировал, когда опубликовал, ездил в Польшу, когда увидел польскую группу. Нам никто не спишет долгов. Это чисто политический процесс. Это чисто политический процесс. И вот в этом отношении нужно избавляться от всех этих иллюзий, которые мы полны в этих вопросах. Вот вкратце, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. И Светлана, пожалуйста, вам слово, да. У нас представитель общественности и Здравствуйте. Меня зовут Светлана, я председатель территориального общественного самоуправления Белинды Алтын-Казык. Это находится вокруг городского санитарного полигона. Ну, я что бы хотела сказать. Мне вообще-то некрасиво говорить женщине, сколько мне лет, но мне за 60. Я человек советских времен. И мне было очень жаль, что наш город именно загрязненный. В наше советское время мы говорили наш Фрунзе зеленый город, даже песни складывались. С 2005 года я говорю о вопросе ночного бриза и розы ветров, градостроительство наше. На сегодняшний день у меня таких два вопроса. Городской полигон, которые говорят, что он закрылся, но вот сейчас Горький Неж и вице-мэр ушли, я бы хотела им задать вопрос, но они ушли. Полигон еще не закрыт, он еще горит. Ну, меньше, конечно, он горит. Вообще не горит, вчера. А? Я вчера был там. Я каждый день там. Я 8 часов за сутки могу вам сказать, когда он горит. Нет, он горит. Он дымит. Да, он не горит, он дымит, извините, он дымит. И полигон обещали нам его закрыть как? Установить трубы, которые будут выходить газы с этого полигона, накрыть первым слоем глиной, а потом уже почвой и посадить соответствующие после деревья. Вот весной нам обещают посадить деревья, когда еще не установлены эти трубы и еще не накрыты эти вторым слоем уже грунтом, почвенным грунтом. Я поражаюсь, как у нас государство работает. Потом, вот еще пригородное очистительное сооружение. Воздух идет, загрязняет эти запахи загрязняют наш воздух. Вот, и я бы хотел, чтобы вы обратили, здесь сидят все такие наши умы то есть я считаю, что болеющий за наш зеленый город, не только город Кыргызстан, я вот поэтому и хочу сказать вот два таких маленьких вопроса. Полигон, добить его до конца, как положено, и очистительное сооружение. Они желают быть лучше. Большое спасибо. Спасибо большое. Я сейчас Андрею Олеговичу буквально на несколько минут предоставлю слово, подытожить, да, у него он тоже хотел задать вопрос, пожалуйста. Ну, сказано было очень много, мнения были самые разнополярные. Я просто хочу вернуться и не прокомментировать, чуть подправить некоторых из выступающих. Вот, что касается нашей дальнейшей энергетики, в первую очередь, конечно, это уголь. Совершенно правильно сказал вице-мэр, у монголов не было выбора. У них не было российского газа. И им пришлось делать ставку на другое. Они 150 миллионов долларов истратили за 12 лет на разработку экологических печей, систем сжигания, субсидирование населения по поводу этих печей. В 2015 году проект по печам закрылся. А знаете почему? Потому что, правильно сказали, стоимость этих печей от 500 долларов и выше. Населению продавали за 1/10 часть, за 30-50 долларов. Но при этом оно было обязано подписать соглашение, что оно будет использовать эту печь по назначению без перепродажи или чего-то. Какой-то мгновенно была организована перепродажа этих печей. Мгновенно. Это раз. Второе. Население Улан-Батора растет каждый год на 100-150 тысяч человек.
То есть разработчики проекта сообразили, что количество этих печей, их примерно 40 тысяч в год закупалось, просто не успеет за ростом населения столицы. Так что одна из основных проблем – это, в общем-то, социальная. Конечно. Вот здесь прозвучала фраза, что да, был уголь в советское время, а Бишкек был чистым. Ну, давайте не забывать, что население города увеличилось в 3 с лишним раза, а количество автомобилей в 10. И вот, на мой взгляд, истина, как вот этот девиз ЦРУ, истина где-то рядом у них в фойе выложена мозаикой. Конечно, в ближайшей перспективе оказаться тут будет нельзя. Единственный результат, практически, который добились в Улан-Баторе, они перешли на отопление брикетами. У них тоже дешевый уголь. 3 местных разреза. В 2018 году они построили завод, Южной Корейцы построили, который перекрыл потребность жителей столицы Монголии полностью. А это 600 тысяч тонн в год за зиму. Отопительный период там 180 дней, у нас 160. И сейчас таких заводов у них уже 3. И как показали, по крайней мере, официальные данные, количество загрязнений в Улан-Баторе снизилось примерно на 50-52%. Вот это единственная реальная мера, которая сработала. И не надо там настаивать, на мой взгляд, на каких-то отдельных идеях. Надо применять все в комплексе. И совершенно правильно было сказано, что для этого надо включить голову. Системный подход. Только системная государственная программа, основанная на данных мониторинга. Про мониторинг тоже не надо забывать. Сказали, что управление качеством воздуха это бла-бла-бла. Да ничего подобного. Срок службы вот этих датчиков, как из гидромета, был 2 года. В прошлом году их продлили, срок действия еще на 2 года. Но когда-то же это кончится, уже вызывает многие замеры недоверия. А вот в рамках этого проекта получить 6 автоматических станций загрязнения атмосферы по миллиону каждая из современнейших, это выход, это не датчики. Так что во всем есть и приятные стороны, и неприятные. Поэтому, учитывая опыт соседей, я так думаю, что если мы не возьмемся, не уйдем от разговоров на круглых столах, мы, это имею в виду в первую очередь правительство наше и кабинет министров, не уйдем к практическому решению этих вопросов, эта проблема с мертвой точки не сдвинется. Хуже станет даже. Хуже, конечно. В этом году вот задали вопрос представителю Минприроды, все-таки что это погода нам подарок сделала в такую зиму? Да, на 90% погода, а как бы не больше. Да. С полигоном, да, успехи значительные. То, что мэрия делает, пытается делать с общественным транспортом, это не их идея, это готовое решение, которое они взяли у других стран. Ну, это практически правильно. Так что вот так проблему смога можно решить только на серьезном государственном уровне, серьезным и постоянным систематическим финансированием на основе научного подхода. И это проблема не года и даже не 10 лет. Англичанам на это потребовалось 30 лет. Да. Все, спасибо. Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить организаторов. Очень полезное мероприятие. И спасибо большое вот, нашему эксперту Андрею Подрезову за очень такой взвешенный, аргументированный комментарий. Спасибо большое. И хотел бы добавить к этому комментарию то, что вот, исходя из этого круглого стола, я делаю вывод, что нашим гражданам нужно донести информацию о том, что такое тепловой насос, как он работает, сколько он стоит, сколько энергии он потребляет и потребляет ли, кроме вот этого мизерного, кроме этой мизерной энергии, что-то еще. На самом деле он ничего не потребляет. Он стоит немалые деньги, но после того, как вы его один раз установили, вы практически не тратите деньги. То есть у вас тепло бесплатное.
Единственное, вот там какой-то месяц за электроэнергию. Вот, поэтому вот эту информацию, видимо, нужно доносить до наших граждан. Вообще нужно рассказывать о том, что такое новые технологии, как они работают, и показывать, потому что это уже все есть у нас в стране. Вы можете пойти посмотреть, как это работает, и поговорить с нашими гражданами, которые все это используют, и какие у них отзывы. А вот, наверное, нам, как госорганам, нужно в этом направлении провести определенную работу. Такой вывод я делаю с этого круглого стола. Сколько финансов нужно? Можно последний вопрос? Сколько финансов нужно, чтобы весь, значит, вот это вот вокруг Бишкека частные дома, все частные дома обеспечить тепловыми насосами? Сколько финансов нужно? Это нужно у каждого жителя. Не, ну сколько надо привлечь? Сейчас я вам отвечу. Вот тот механизм, который... 300 миллионов, вы сказали, уходит на... Ой, 30 миллионов, 32 миллиона на 25 тысяч домов, да? А у нас сколько таких домов вокруг? У нас даже не только села и это новые строения, да? Вот у нас даже дачи функционируют круглый год, там топят углем. Это в южной части города. Да. Вот о чем речь идет. Сейчас страна еще. Эти деньги нам выдают. Нет, я конкретный вопрос задал. Сколько финансирования нужно? Это $1 миллиард, $2 миллиарда или там, чтобы всех частников обеспечить тепловыми насосами. Каждое домохозяйство. Вот смотрите, чтобы вокруг Бишкека хорошо. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать, за какой период. Потому что механизм... Вообще, в общем, говорю, за 100 лет, скажем, ладно. Пусть даже будет. Без разницы. Хороший вопрос, давайте посчитаем. Ну, давайте я скажу, $1 миллиард. Да, за $1 миллиард можно вообще по-другому решить вопрос. Еще дешевле. Конечно. И еще экологичнее. Коллеги, давайте мы какие-то вопросы оставим на уже кофе. Я сейчас одну секундочку, да. Вы знаете, Азамат, значит, когда в декабре проходило парламентские слушания по законопроекту по безопасности, уже во время обеда там несколько экспертов как раз обсуждали вот эту идею тепловых насосов. И вы правы, что нужна дискуссия. И они говорили, что это нереально для Бишкека. Я просто не свою точку зрения говорю, а точку зрения экспертов, которые, были связаны вот с программой устойчивого развития, на которую сейчас вот вывешена на сайте Минприроды. Вы правы, то есть, видимо, нужна еще какая-то дискуссия на эту тему, потому что те люди, даже которые интегрированы, вот то, что сейчас обсуждается, да, там, по-моему, 9 миллиардов или 6 миллиардов, то, что вот эта большая программа, которая висит на сайте Минприроды, они, я так понял, связаны с этой повесткой, они между собойчики говорили, это нереально для Бишкека. Поэтому я с вами согласен, может быть мы, поскольку здесь еще много вопросов остается, может быть мы обсудим отдельно и действительно вот этой идее посвятим, еще одно мероприятие. Я прошу прощения, просто время, вопросы остались, но сейчас кофе-брейк. Кто еще не дискутировал, пожалуйста. А так, до новых встреч в центре ВРТ. Спасибо. Ой, конкретно.